Всех приветствую, дорогие зрители, с вами Яфир, и это долгожданное обновление сборки Vortex 1.1. Ну а Яфир, и мне пришлось выжить здесь целых 100 дней, построить кучу сложных механизмов, посетить сезонные подземелья, основать колонию и столкнуться лицом к лицу с сюжетными персонажами. Но обо всем по порядку. Наливай чай, бери вкусняшки и приятного просмотра. О, тихо, молодой! О, тихо! Нет, да ну ты куда? О, торговец, здрасте. День добрый, мистер. Что же, добро пожаловать, друзья, в Vortex 1.1. И что же, предлагают нам сразу же добыть 4 блока земли и создать дерево саженец, поэтому я думаю, мы сразу же это сделаем, и мы получим слабую руну, которую мы сразу же активируем. Так, раздвинулся наш барьер. И самое главное, давайте посмотрим книгу заданий. И снова закадровый голос входит в студию. На данный момент я иду по ознакомлению всему, что меня будет ждать на данной сборке. Контракты, подземелья, скрижали, квесты и так далее. Фух, ну и что же, пристанище. И начало у нас... Стой там, где тебе говорят. Итак, вы оказались заперты в барьере, к ногам прилипает грязь, и за мерцающим светом виднеются поля и дальние земли. Все это будто бы запретно манящее велит вам двигаться без оглядки и раздумий. С чего же вы начнете, игрок? А начнем мы с того, что у нас на голове какой-то странный нарост, который позволяет выращивать гораздо быстрее всю растительность, зажимая Shift. И я, узнав это, принялся за выращивание своего первого дерева. Да, мы можем сейчас создать саженец дуба, и давайте мы его где-то посадим. Во-первых, получаем руну, кстати. О, смотри, какая красота. Давайте попробуем сейчас немножечко пошифтить. Давай! О, дерево выросло. И теперь мы его можем спокойно сломать, зажав кнопку Ё. После получения своего первого дерева, понятное дело, нужно сделать первые инструменты. Деревянные, да? Ага. Кирку я создать не могу. Ябадабаду! Кремниевый век. На данном этапе вам будут доступны только кремниевые инструменты. Они станут отличной заменой деревянными, но все еще не будут так хороши, как каменные. Нужно получить где-то кремень, сказали мне, а я тут же начал его искать, и в этом мне поможет кое-что в инвентаре. Так, если я не ошибаюсь, для этого нам понадобится проклятая длань, если я не ошибаюсь, вот, перчатка бесконечности. В вашем инвентаре с самого начала игры лежит неожиданно полезный инструмент, проклятая длань. Это ключевой инструмент на первых этапах выживания. Возьмите его в руку и зажмите ПКМ, смотря на камень, чтобы превратить его в один из случайных материалов: песок, глину или гравий. Так, ну мне бы желательно гравий, а гравий уже есть, отлично. Немного добыв гравия и сделав свой первый кремень, я его потратил на лопату, дабы сделать гораздо больше кремния вот таким вот способом. И берем правую кнопку и начинаем делать вот такие вот движения. И как ты можешь заметить, мы теперь получаем много кремния. Кремень есть, а значит и остальные инструменты тоже есть. Ябадабаду, получаем задание, и далее у нас... печка. Печка вроде бы тоже делается непросто, если я не ошибаюсь. Для нее нужна вот такая вот эссенция плавления. Они у нас тоже рассказываются вот здесь. Шансом некоторым из угольной руды вы сможете добыть эссенцию плавления. Нужна эссенция плавления, а значит идем копать. А вот, кстати, та самая угольная руда. И оп, получили 2 эссенции плавления. Я думаю, давайте сделаем 2 печки. Как раз 2 эссенции плавления есть. Камень я дам. Обжарьте булыжник в печи. Зачем? Для того, чтобы обновить свои кремниевые на каменные инструменты. Но перед этим, забрав квесты, я расширил свой барьер. Разблокируем немножко территории. Во. Территория у нас уже приличная, а значит можно немного заняться разравниванием, а также сделать пару сундуков, дабы хранить там весь свой хлам. И далее, квест камень я дам. Получаем квест, создайте колодец. Ага, наберите из него воды керамическим ведром и начните высаживать пшеницу. Значит, для этого мне, скорее всего, придется спуститься немножко в шахту и сделать бум. 12 глины нам еще надо. И все. Да, в остальном... ну и 2 забора, конечно, надо нам. И давайте сделаем колодец. И вуаля. Не плюй в колодец. Ой-ой-ой, поставил, зависло. О! Что происходит?
Ты кто? Привет. Так вот о ком хозяйка возвестила. Зеленый кристалл, латунная длань и сей барьер. Знамения сошлись, молчать. Я несу волю своей неповторимой госпожи-чародейки, оберегающей здешние земли. Отныне под ее покровом и ты, а мне выпала доля быть ее подмогой, Хар. Чем спрашиваешь? Ага. Понял. И улетел. Не, ну... Ладно. И что же, для того, чтобы мне сейчас продолжить что-то делать, мне нужно сейчас также оплавить немножко комка глины. Хотя нет, даже не надо, мне можно сразу же выращивать пшеницу. Окей, вот, смотри, необожженное ведро. Подожди, мне сначала обжечь его надо. Тихо. Сначала вот так, а потом уже обжечь. Да, какие-то вороны летают, зомби нападают. Что здесь вообще происходит, подумал я. И решил успокоиться тем, что сделал маленькую ферму, дабы там выращивать свои первые культуры. Немножечко ее, конечно же, размножить. Да, вот видишь, пошел процесс. Воспользуйтесь потусторонней лавкой для покупки семян растений. Ага, вот это. Да, как ты можешь заметить, здесь есть свой собственный магазин. И благодаря нему мы сможем получить очень интересные штуки. Сейчас давай мы возьмем все квесты, обязательно разблокируем. Вот теперь такая вот территория у нас здесь есть. Относительно не маленькая. Я хочу сделать сейчас ящики. Я хочу взять ящики, ведь благодаря этим ящикам мы сможем кое-что реализовать. Ящики и еще раз ящики. Нужны мне они для того, чтобы сортировать правильно растительные культуры для кое-какой важной цели, а именно эссенция природы. Данная эссенция делается с помощью всех видов растений, которые можно вырастить на данном этапе игры. И поверьте мне, она нам пригодится в больших количествах. И кстати, подожди, мы же можем за квесты получить деньги. Вот, смотри. И даже ничего не будем продавать, потому что у меня же есть уже денежки с квеста. Вот, смотри. Но, к сожалению, всего лишь одно мы можем купить, но довольствуемся то, чем есть. Вот, как ты можешь заметить, мы можем добывать спокойно семена подсолнуха. Хе-хе-хе. Зачем же мне нужны семена подсолнуха и почему я их покупал? А это потому что первый предмет, который нельзя получить обычным образом. Его нужно купить только в магазине. А зачем он мне нужен? Для создания подсолнечного масла, которое нужно для создания эссенции природы. И выходит, сейчас нам нужно взять, получается, по 3 ресурса, да? Да. Берем 3 морковки, 3 картошки, 3 пшеницы не надо, 3 помидора, 3 ягоды, 3 капусты и 3 свеклы. И делаем свою... подожди. Капусту нужно разделить. Капуста нужна необычная. И теперь еще самое интересное, нам нужно получить лен. А лен мы можем получить где? Вот, мы можем лен получить, кстати. Давай возьмем одну штучку. Как раз, кстати, забьем оставшийся ряд. Вот этот вот. И все, нам всего хватает, да? 3 штучки. И бум. Эссенция природы. Следуйте квестовым заданиям и развивайтесь в модах. Удачи! И давай смотреть далее. Далее у нас цветочное удобрение. Оно нам нужно для того, чтобы создать... цветочки из ботании, я так предполагаю. Нам нужны красители, абсолютно любые. А для красителей мы можем использовать, кстати, свеклу. И вроде бы какую-то костную муку надо получить. Только как вопрос? Кстати, ведь точно. Знаешь, как можем получить костную муку? С помощью компостницы. Ведь и вправду. Получаем 9 костной муки. И давайте делать цветочное удобрение. Квест получаю? Да, квест получаю. Теперь мы сейчас абсолютно все цветы ломаем. Ведь они нам не нужны. И просто кликаем правой кнопкой по дерну. Бу. Да, не густо, конечно, но мы их можем вырастить. И благодаря ручкам сломать и получить 4 удобрения. Также работы с абсолютно остальными цветами. То есть, да, вот смотри, мы сейчас постоим. Вот, смотри, оп, ай, красота. Достижение мы получаем? Да, отлично. Ну и что же, самое интересное, лепестковая чаша. Для ее создания нам потребуется в общей сумме 8 булыжника, 3 из которых нужно будет оплавить. Лепестковый аптекарь. Очень важный предмет, который позволит нам делать много чего полезного и нужного. Например, многие виды цветов из ботании, а также и предметы из других модов.
и делаем просто лепестковую чашу. Во, пожалуйста. Достижение есть. Далее мы сможем создать пютеровый слиток, но пока что рано. Но самое главное, чистая маргаритка. Для ее создания нам потребуются белые цветы. Вот такие вот, которые достаются с помощью белых цветов, как таки ни странно. И для того, чтобы их нам реализовать, нам потребуются красители. Ничего страшного, да, мы сейчас размножим эти цветочки, потому что белые цветы здесь самое главное. И все, у меня закончилась абсолютно вся еда, которую у меня брала. Но как раз вот можно бретели создать. Сейчас у нас тогда в планах создать как раз таки чистую маргаритку. Ох, доброе утро. Итак, для ее создания нам надо 4 белых лепестка, 2 эссенции природы, ведро воды и любое семя. Ведерко. Заливаем сюда воду. Раз, два, три, 4. Раз, два и раз. Чистая маргаритка. О, тихо, молодой. Чё такое? Значит, задание исполнено. Хозяйка Вестима не ошиблась. В твоих руках редкий цветок, чистая маргаритка. Видаешь ли ты, что за сила в ней скрыта? Не видаешь. Что ж, внимай, не смей перебивать. Повезло тебе. Чистая маргаритка единственный из цветов, что действует без силы внешние. Посади ее в землю, и 8 блоков вокруг обратятся в живое естество. Камень ли положишь или древо, узришь перемену сам. Но дальше без маны тебе не пройти. Для всего потребны иные цветы. Водогортензия, что пьет воду, и лильда пламя, пожирающее топливо подле себя. Иных тебе пока весь не осилить. А что до барьера, не скоро тебя от него избавиться. В мир, быть может, и выберешься. Да только лишь те земли примут тебя, где дух слаб. Места с крепкой волей чужаков не терпят. И еще поведаю тебе, вскоре обретешь ты скрижаль, в кои начертаны испытания. Свершишь предписанное, иные пути отверзнутся перед тобой. Откуда мне сие ведомо? Да кто, по-твоему, моя хозяйка? Величайшая из колдуней всех земель, что соблаговолила снизойти до тебя. Благодари судьбу за ее милость. Ой, да, Каркарыч, конечно, ты уже не тот. Кстати, на нем, заметили, на нем тотем бессмертия. То есть, если попробовать его убить, возможно, что-то можно получить. Ну ладно. Но он сказал правду. Для того, чтобы данная водогортензия заработала, маны нам так таковой не надо. Нам нужно лишь взять 8 дерева и желательно даже его побольше на самом деле. Мы сейчас вот так вот откладываем чистую маргаритку. Тем временем, давайте возьмем сейчас 16 камушка, закинем на переплавку, пока у нас делается жизни дерева. И вот, как ты можешь заметить, наполненный жизнью жизни камень и бревно жизни дерева. О как! О, кстати, смотри, у нас жизни дерева уже сделалось. Тем временем камушек у нас уже почти оплавился. Давайте добудем сейчас это дерево, получим под задачу и давай заберем квесты. Чё уж тут? О, смотри, мы получаем 6 цветочного удобрения, жизнь деревянные ножницы и мощную руну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, какая красота. Мы можем теперь от вот этих вот всех деревьев поизбавляться. Да, сейчас мы поставим вот так вот еще камушек. Сейчас мы буквально немножко подождем, и у нас превратится данный камушек в жизни камушек. И, кстати, тем временем у нас сделается жизни камень. Давайте мы его добудем. Цветочки пока давай перенесем куда-то вот сюда. И вот, задание выполнено, наполнен жизнью. Не победа ли это случаем? Давайте забираем квест и бум! Воу, смотри, как барьер далеко расширился. Вот это, я считаю, уже вкусно. Так, ага, вот оно, начинается. Да. Скрижали. Вот мы добрались до них. Что это за скрижали такие, спросите вы меня? Скрижали — это эдакое испытание с заданиями, которые нам нужно выполнить, дабы разблокировать какую-то часть контента в модах, например, структуры или же мобов. Именно благодаря данным скрижалям многие мобы будут разблокироваться только при их выполнении. Давай тогда создадим тебя, инструмент строительства. Для его создания нам много ума не надо, всего лишь создать 2 веточки и соединить с жизни камушком. Вуаля, инструмент строительства. Давай, кстати, пока у нас время есть, я думаю, то, что еще запустим на обработку немножечко камня и дерева, потому что, поверьте мне, этих ресурсов в будущем понадобится очень много. Что у нас далее? Ратуша. Вот, божественная руна, а вот
здесь пока мы и остановимся, потому что пока я руну данную использовать не хочу. Последняя руна, а значит барьер снимется. Что же из этого плохого? Плохое то, что и кристалл также пропадает после падения барьера, так что эту идею я приберег немного на потом. А пока что я решил заняться более важным делом, а именно пчелами. И получаем 720 денег. Теперь мы можем купить один улей. Во, смотри, красота. Теперь нам остается лишь создать костер и сейчас сделать маленькую комнату для наших пчелок. Я думаю, то, что она будет где-то возле пляжика. Вот, благодаря вот такому окошку мы сможем наблюдать за нашими пчелками. Сейчас давайте сверху мы тоже поставим стеклышко. Все. Далее ставим просто по центру костер где-то вот сюда и над ним улей. Ну и все, осталось лишь ждать. А пока мы ждем, можно чем-то другим заняться. Например, той самой ратушей. Для ее создания потребуется нам 2 посоха строительства. То есть там нужно сейчас сделать еще 2 палочки и готово. Кстати, дерево у нас тоже здесь обработалось, отлично. Далее мы берем и делаем вот так вот. Ратуша. О, тихо. Привет, ты кто? Старейшина? Ого, кого же это занесла нелегкая на наши земли? Как величать тебя, путник? Нет, не нужно, не говори. Я по глазам вижу. Судьба поиздевалась над тобой сладострастно. Но ничего. Теперь все наладится. Уж поверь мне. Ох, точно. Что ж я старый совсем забыл представиться. Меня величать старейшина одной из существовавших ранее на этих землях деревень. Болезни, голод и бедствия совсем уж опустошили наше поселение. Юнцы разбежались кто куда, а из стариков лишь я остался. Теперь бродяжничаю, ищу кров над головой. Послушай, путник, вижу, ты полон неимоверной силы. Не изволишь ли помочь мне? Восстанови деревню, сделай милость старику, а я помогу тебе добрым советом да мудростью непомерных лет моих. Такс, с чего бы начать? А, да, точно. Ратушу ты уже смастерил. Теперь следует подготовить строителя. Возведи его здание и прикажи работнику начать застройку главного здания. Не переживай, мой юный друг. С таким селищем все по плечу. Я еще похожу тут рядом. Но не забывай старика. Скоро мы снова увидимся. Старейшина. О, я тебя помню. Ах ты, старичок. Я тебя помню. Да, я его очень хорошо помню. Ладно, ратуша у нас есть. Благодаря данной ратуше мы можем начать развитие той самой, что? Правильно, колонии. Здесь есть вот такое вот задание. Божественная руна, мы сейчас можем ее забрать. Вот, это последняя руна. Барьер будет снят, а проклятый кристалл на рост разрушится. Пока что я его отложу вот сюда. Пока что. Также мы, кстати, получили скрижаль чистого неба. Нам нужно убить 3 зомби, поймать 5 рыбы, съесть одну эссенцию природы и съесть любой пряник. И за это мы получим возможность отправиться в измерение Майнселса. Для прохождения станут доступны ванильные структуры. Также в мире начнут появляться новые ванильные существа и появится возможность создать железные инструменты и снаряжение. Ну и что же, в следующее время я просто бегал и потихоньку выполнял задания со скрижали. Убить 3 зомби, выловить пару рыбы, скушать эссенцию природы, ну и пряник. Тем самым выполнив задание скрижали. Во-во-во, все, давай. И вот оно. Пожалуйста. Привет, странствующий. Что ты мне можешь предложить? Ничего полезного на самом деле. Поэтому я, пожалуй, тебя убью, но вот за поводки тебе огромное спасибо. И за кожу тебе огромное спасибо. Ткань реально... Да ну, куда? Такие ткань реальности, какой разлом! Ты немножко, ну, не вовремя. Ну ты какашкин. Как будто бы слианца не вовремя. Нету такого ощущения. Все, пожалуйста. У меня жопа сейчас болит. Крипер заспавнился. Нет. Давай. О! Кстати, здесь же ничего не взрывает. Я забыл. Точно. А ты куда убежал, друг? Так, 5-я волна, что-то сейчас будет. Эндермен. О, на меня сагрены, серьезно? А можно я сейчас сделаю красиво и просто сделаю... Вот так. Фу. Смотри. Мы получили кучу всяких приколдесов. Во-первых,
сок булыжника, белый тюльпан, но еще в кэшбэк мы получили эссенцию природы. Но еще и 2 эндержемчуга, кстати, дали, тоже очень вкусно. Окей, что же там наши кенты? О, они уже все сделали, отлично. Подожди, мне кажется, или я зря это сделал сейчас? Да. Ну ладно, че уж тут. О, тихо, молодой! Привет, ты снова с нами. И, кстати, реально, смотри, ты там бессмертие на тебе висит. Кар, чувствую воск. Улей, должно быть, собрал. Кар, с умом ли берешься, али наобум? Пасека вещь тонкая, не потерпит небрежности. Напортачишь, ни пчел, ни сладости не останется. А мне потом перья клевать. Пока мест улей не водрузил, воздвигни ему закрытое место. Упорхнут пчелы, замаешься их по округе ловить. Поставь кормушку под ульем, так им опылять сподручной будет. Приготовь клетки, дабы пчел при нужде носить, до цветов запасись волю. Помяни мое слово, еще спасибо скажешь. И паче всего осмотрителен. Пчелы это не простые, а связаны с самим естеством всего мира, его материей. Где пустота, у них металл, да камень родится. Ха! На твоем месте я бы 10 раз подумал, прежде чем портить такое чудо. Вот давай вали со своими подсказками. Я так все знаю, как там. Короче, все. Иди. Уйди! Мешает мне тут постоянно. Представь, пришел мне, значит, порассказывал мне всякие тяжелые слова, умным себя возомнил. Я еще и виноватым остался. Ну, прикинь? Ладно. Смотри, мы получаем таинственную рукопись, кстати. Используй свой взгляд, чтобы узнать... Да ну неужели? Смотри! Я теперь могу наблюдать за всем, что у меня здесь есть. Также мы получаем медную пчелу. Самое интересное и самое главное. Ведь благодаря этим вот штучкам, этим вот прикольчикам, мы сейчас получим свою первую медь. Но для этого, как сказал нам наш добрый друг Каркарыч, нам нужно сейчас взять, немножечко подготовиться. Ох, этот Каркарыч заставил меня делать укрытие для медной пчелы, чтобы сделать свою первую медь. Ну а я что? Начал это делать. Закинуть бутылочки, и вот она, медная пчела. Тихо, 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 тихо. Туда мне улетать не надо. Слава богу, она сейчас туда не улетела. Вот, как ты можешь заметить, уже она начала работать. И что у нас по статистике? Продуктивность у нее обычная, устойчивость никакая, время активности дневное, выносливость говно, темперамент пассивный. Ну, спасибо, как говорится, и на этом. Кремниевая молот и долото. Кстати, вот это очень хорошая штука. Вот. Смотри. Мы можем благодаря данной вот штуке добывать руду. Так, нужно, правда, 3 кремния. А у меня есть 3 кремния? Скорее всего, нету. Так, уровень камень. Задание выполнено. А ну, давай попробуем пойти сейчас посмотреть, что мы получим с медной руды. Вот, допустим, я сейчас натягиваю. Ты блоки добываешь. А я думал, ты руду... Ну, в плане... ну хотя, наверное, ее оплавить можно. Да, можно слиток получить. Так ты вообще тема прикольная. Все, у меня есть 6 меди. То есть сейчас мы сможем спокойно... Ну, во-первых, центрифугу поставить. Пусть оно делается. Да, оно делается спокойно. И еще плюс ко всему мы сможем сейчас медь оплавить. Да, отлично. Задание выполнено. Вот, медные инструменты. Наконец-то я могу избавляться от своих каменных, сделав медные. Вот это я уже называю уровень. Давай пойдем немножко в ботанию. Для того, чтобы начинать потихоньку ботанию изучать. Смотри, у нас есть бассейн маны, который делается, кстати, с помощью эссенции природы. Создаем, и все. Распространитель маны. Как ты можешь заметить, открывается здесь просто огромная вкладка с мистицизмом. Хорошо. Первая тогда цветочная культура у нас будет водогортензия. Делается она вот таким вот незамысловатым образом. Но, правда, для нее, как и для всех цветов, понадобится эссенция природы. Так как я хочу сразу же 4 сделать, нам нужно 8 эссенций, то есть еще 7. Все, 4 водогортензии у нас готовы. Время пришло. Первая мана. А первая мана у нас будет благодаря водогортензии.
вроде цветок, который вырабатывает немного маны благодаря воде. И сделав небольшую конструкцию, у меня получилась первая мана. Первая мана пошла! Хе-хе-хе! Да, вырабатывает, конечно, ничтожно мало, но для начала это очень даже неплохо. Ведь для самого начала нам надо в мистицизме создать магические материалы всех видов. Магическая пыль и слиток у нас есть, остался алмаз, нитка, жемчуг и стекло. Нужны материалы, но пока я отложил эту идею, занявшись более важным делом, а именно культурами. Так как когда мы уберем барьер, мой нарост на голове пропадет, и мне для этого нужно запастись большим количеством культур для того, чтобы создавать много эссенций природы. И для этого я решил создать контроллер ящиков, дабы быстрее складывать ресурсы по ящикам, где хранятся все мои культуры. И чтобы мне это сделать, мне пришлось и в шахту спуститься, и алмазы добыть, и кварц как-то получить. Но если я это говорю, значит у меня все получилось. И давай контроллер ящика сюда, подконтроллер тоже сюда. Все, отлично. Квест завершен. Я думаю, то, что я куда-то сюда поставлю. Смотри, мы сейчас делаем подконтроллер и контроллер. Теперь... Да, вот видишь, оно у меня засчитало то, что оно у меня есть в процессе, то есть оно все здесь работает вместе. То есть теперь мы можем, во-первых, использовать теперь данный контроллер, смотри как. Мы просто берем, включаем растения, зажимаем, не капслок, зажимаем Shift и просто с правой кнопкой делаем вот так. И у нас абсолютно все начинает расти. Вот абсолютно все. Вот, смотри, я нафармил очень много вещей. Я просто нажимаю правую кнопочку. И все, оно мне раскидывает туда, куда мне надо. Ой, как хорошо. Но, правда, не все, потому что где-то у меня уже перебор. Вот, например, помидоров у меня уже перебор. Чего у меня вот? Свеклы у меня уже перебор, да? То есть мне нужно сейчас это все поломать. Начинать выращивать то, чего у меня мало. Вот, например, у меня капусты мало. Далее у меня свеклы достаточно. Вот и льна у меня очень мало. Вот у меня, например, подсолнуха очень мало. Ягод ничего страшного. Вот картошки с морковкой мало. И на каждый ряд сейчас высаживаем культуру, которую нам надо выращивать. Берем данную руну и... Вдох, выдох. Теперь мир у нас безграничен. В прямом смысле данного слова, кстати. И что же, я вас поздравляю, у нас теперь мир абсолютно доступен для изучения. Что же, у нас сейчас открывается путь куда? У нас сейчас открывается путь в колонию, скорее всего, да? Хотя, смотри, сейчас нету смысла строить колонию, ведь для создания строителя нам надо, вот, видишь, резной моноблок, то есть монокварцевая плита, которая делается из блоков, которая делается из монокварца, то есть 12 кварца нужно создать. Ну, давай попробуем, что уж тут. Берем 12 соли, кидаем сейчас ее вот сюда для каменной, после этого кидаем для кварца, и все, маны больше нету. Хватило только для 4. Мало будет как-то, если честно. Одну штучку могу обработать. Не, ну окей, ладно, смотри, мы можем попробовать сделать эндопламя. Оно будет гораздо выгоднее. Делается оно потяжелее, но при этом выгоднее. Тем более 2 цветочка мы уже можем сделать. Да, я думаю, ресурсов нам хватит. 2 эндопламя у нас готово. Теперь мы берем абсолютно любое топливо. Абсолютно любое. Будь то даже те же самые доски. Без разницы. Мы сейчас ставим где-то рядышком эти эндопламя. Буквально можно даже впритык. И кидаем по центру данные доски. Дабы у нас начали оба эндопламя кушать данную ману. Теперь, как нам можно заметить, мана гораздо быстрее вырабатывается. После создания эндопламя я пошел добыть немного угля. Добыть дерево. Так скажем, заняться бытом. Но когда я ходил на гору, я услышал какие-то странные звуки. И... О, ты что за звук был? Ты слышишь? Это что происходит? Что происходит? Вот он! Здорово, Крипер! Это Крипер с рюкзаком! И железный рюкзак! Это очень вкусно. Во-первых, тут есть везучий рыбак, это очень хорошо. Во-вторых, этот рюкзак гораздо больше, нежели наш железный, и точнее медный. Что? Семя разрастания? Оно, если что, не добывается. А как? Это, ребят, если что, это очень хорошая штука. Что такое семя разрастания? Это специальное семечко, которое позволяет пассивным цветам, таким как дневной цветок или вот гортензия, никогда не увядать и увеличивать производительность в 2 раза. Но точно я не знаю, или только на пассивных, или только на активных.
мы можем их улучшить. Вот, бум. И, кстати, тем временем у нас все готово. Мы можем сейчас весь брать кварц и переделать его в его мана-версию. И за это, кстати, тоже вроде бы квест должны получить. Нет, не должны. Ну и ладно. Мы сейчас его делаем в блоки и делаем плиты. И далее мы берем сейчас, пишем строителя. И вот, резной монокварцевый блок. Нам его надо 2 штучки, потому что я хочу реализовать 2 таких дома строителя. Но, хотя ладно, нет, пока один, пока нам одного хватит, поэтому пока один. Но будем иметь в виду то, что на будущее сделаем еще один. Хижина строителя завершена. Отличненько. Теперь давай сейчас я предлагаю где-то посадить неподалеку от нашего дома саженцев гивеи и подкинуть сюда больше уголька, потому что у нас закончился здесь уголь. Как и говорил, у нас будет колония вон на той стороне реки, поэтому думаю, то, что мы сейчас туда и отправимся. И сейчас начнется самое интересное. Мы берем нашу вот такую вот штучку, инструмент строителя, и ставим ратушу. Прямо можно сюда вот поставить. Нажимаем использовать, фундамент, ратуша. Но при этом надо сначала разобраться с стилем. В прошлый раз, когда мы играли на прошлом сезоне, я выбирал, если не ошибаюсь, обычный вот этот вот Mine Colonies. В этот же раз я хочу выбрать что-то такое, что использует хвою. Вот, смотри, Nordic Spruce. Вот, думаю, его можно использовать. Давай выбираем фундаменты и ратуша. Вот, первый уровень, давай посмотрим. Выглядит, ну, выглядит красиво. Тут и дубовый используем, но зачастую ель, да. Поэтому ель мы будем использовать. Первый уровень, нажимаем ОК. Создание своей колонии. Далее нажимаем правой кнопкой и вот, колония Ферелария. Назову я ее... назову пока колония Ферелария, но давайте поступим так. Самый залайканный комментарий под данным видео, который соберет, я так и назову колонию, да. То есть, если кто-то напишет название колонии, и это будет самое залайканное видео, вот как раз это мы и используем. Поэтому подпишите АКАС и обоснуйте. Если что, мы сможем спокойно ее переименовать. Но сейчас самое главное это вот. Новости о недавно основанном поселении и ее подающим надежды старейшины быстро распространяются по округе. Очень скоро придут сюда гости, которые захотят здесь работать. Поэтому сразу же я предлагаю поставить где-то хижину строителя. Я думаю, что она будет стоять рядышком, где-то вот здесь. Вот хижина строителя. Но самое главное, чтобы она у нас стояла неподалеку, так, чтобы у нас здесь не пересекались вот эти вот строительные ленты. Вот, кстати, вот первый житель. Ландин Коттон. Давай мы сейчас поставим его сюда. Знакомьтесь с руководством, нанимаем сразу же сюда нашего строителя и сразу же выполняем заказ, чтобы он строил хижину строителя. Сейчас он придет, вот такой вот крутой, и начнет строительство. Вот такие вот ресурсы ему нужны будут, зачастую, ну да, здесь тупо ель используется, можно сразу факела ему сдать. Да, здесь только ель используется, кстати, я заметил. Но еще ему нужны инструменты, а именно каменные инструменты, поэтому я сейчас тебе предлагаю сделать ему все виды каменных инструментов, ну и потихонечку фармить ресурсы для хижины строителя. Наконец-то, к началу колонии. Для начала всего строительства нам понадобится построить хижину строителя, дабы строить все остальные виды хижин, которые нам нужны будут в будущем. К примеру, шахта, хижина дровосека, дома и так далее. Но что самое главное, для того, чтобы жители где-то спали, нам нужно сделать таверну. И этим как раз таки я и занялся. Вот, нужно подождать, пока строитель очистит территорию. Не, ну я тоже могу помочь. Сейчас мы ему тоже поможем, не парься, братанчик. Сейчас помогу, нормально все, не парься, все будет хорошо. Так, теперь что ты мне говоришь? Скорее всего, он сейчас будет выкапывать всякие, да, копеечные всякие темы для входа. Пол выкапывать, скорее всего, да? Не, ну подождем, ладно, тогда я верну ему все предметы сейчас. Пусть он тогда сам построит чуть-чуть. Если что, я вернусь ему и помогу потом, ничего страшного. Тогда мы сейчас займемся строительством фармилки. Я думаю, то, что она будет на этой стороне. Думаю, то, что это беда какая-то. Вот, типа, здесь у нас будет находиться фармилочка. Я сейчас вам предлагаю поспать. Я думаю, то, что мы сделаем такую же, как я делал в прошлом сезоне по Вортексу. А почему бы и нет? Ну и что? Последний штрих. Нам нужно сейчас лишь подняться на самый верх, для того, чтобы сделать последний бубум. Да, кстати, алмазный посох можно делать. Это хорошо. И все. У нас полностью все готово. Сейчас нам лишь осталось спуститься в самый низ. Хотя я бы желательно бы тут поосвещал, потому что, может быть, тут тоже спавниться будут. Но у меня нету факелов, поэтому... Во, опа-на, здрасте. Вы какими судьбами? Все, нам осталось лишь сейчас не встретить крипером. Желательно.
И, кстати, я понял, как вот эти вот отходы появляются, вот эти мусорные отходы, они появляются в том случае, когда мусор выбрасывается на улицу, просто абсолютно любой, без разницы, в том случае они появляются. Все, у нас абсолютно готова фармилка, осталось лишь сейчас реально посвящать территорию для того, чтобы, во-первых, было удобнее сюда приходить, во-вторых, дабы мобы не появлялись. Да и желательно вокруг дома посвящать территорию, а то я умный, конечно, факел все время в руках держу, а посвящать территорию так не могу. Ну у меня угля нету, ну извините, ну нету угля, ну вот просто нету и все. И мы сможем проводить ритуалы, также опыт фармить, да и в целом вообще заниматься спокойно всеми этими делами. Вот, а насчет маны, что у нас тут говорят? Ух, ни хрена себе, почти четверть бассейна нафармилась. Вот это я тут затаился, конечно. Давай, смотри, давай я тебе предлагаю сейчас что? Я тебе предлагаю сейчас отправиться к нашим друзьям-колонистам и наконец-таки помочь нашему другу-колонисту достроить дом. Потому что, видишь, он стоит здесь бедный, так до сих пор ничего и не достроил. Потому что он ждет, пока территорию разровняет кто-то. А я вот, видишь, могу посмотреть, как это будет все выглядеть. Хотя, кстати, смотри, пока у нас сейчас делаются здесь вот эти приколы, у нас же, скорее всего, вино сделалось, да? Мы сейчас можем сделать таверну, поставить таверну, да? Вот, да, вино нуар. Давай мы сейчас берем и сделаем, во-первых, мы сделаем сейчас таверну. Вот. Тихо, что произошло? Таня выполнена. О, торгует, здрасте. День добрый, мистер. Ха, удивлены? Не стоит, не чурайтесь. И не спрашивайте, прошу вас, откуда мне все это известно. Было бы желание. Нужно лишь знать, как это делается, а мне, будьте верны, такое по силам. Я в этом буквально варюсь. Хо-хо. Рад видеть, что вы выбрались из того злополучного барьера, окружающего вас. Со стороны так больно было наблюдать за происходящим. Упаси его светлейшество оказаться мне в такой ситуации. Не хватило бы никаких силенок, чтобы, как вы, извратиться и самолично выйти из передряги. Но теперь ваши дела идут славно, не так ли? Ой, совсем забыл представиться. Уж поверьте мне или нет, есть во мне такая черта характера. Говорю и говорю, если человек интересный, так и полдня проговорить могу. Я сам обыкновенный торговец. Брожу туда-сюда, продаю вещи, драгоценности, информацию. Полезный член любого общества. Без нашего брата не было бы и контакта между людьми. Ну уж вы-то наверняка понимаете меня. Но будьте покойны. Я не пришел продавать вам чего или проводить свои денежные махинации на вас. Мне достаточно будет первоначально лишь познакомиться с таким потрясающим человеком, как вы. О, кстати, про вас ходят разные слухи в округе, что вы из самой преисподней пришли, чтобы ввергнуть мир в хаос. И наоборот, что ваше проявление сулит нам процветание и восстановление. Но только для нас двоих понятно, как сильно вам желаемо вернуться домой, где семья и дети. Только вот, кто примет такого глупого и уже безработного, прозябавшего все и вся из нажитого за долгие годы? Не бойтесь меня, мистер. Как уже говорил, я здесь не для запугиваний. Просто провожу черту между нами, кто здесь в каком положении, так сказать. Но отметить честно, очень хочется вам помочь, ведь я такой же бедолага, как и вы. Незначимый персонаж своей судьбы, что шаг за шагом растворяется в пелене мира среди людей. Мне моя жизнь ровным счетом не важна. Скорее интерес для меня представляет то, как сильно я могу повлиять на других людей и их судьбы. Кого я могу спасти от... Так может статься, что именно я поставлю точку в вашей истории. Больно долго что-то я здесь. Мне уже, позвольте, пора откланяться. Долг купечества зовет. Торгаш, я тебя помню. Грядка моя не потопай! Аккуратно. Все. Аккуратными движениями. Кстати, у нас на улице начало лета. А это значит то, что наша ель расти сейчас совсем не будет. Блин, ну это, кстати, неприятно на самом деле, ситуевина так-то. Это прям очень неприятно. Не, ну ладно, ничего страшного. Ну хотя наши сейчас жители работать тоже не будут. Ну, кстати... так можно было, что ли? Ну ладно. Чем я вообще занимался? Таверна, да. Я хочу сейчас сделать
получается, что я хочу сделать хижину. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я хочу сделать шахту, самую обыкновенную, самую обычную. После этого лесоруба хижину. И, скорее всего... Ну, что мне еще надо? Еду я им так смогу приносить. Скорее всего, важнее для меня будет склад с ресурсами, да? Поэтому сейчас возьмем и напишем склад. То есть контроллер ящика, кстати, тот самый используется. И хижина курьера, дабы у нас был курьерчик, который сможет нам относить все предметы. Ну и что же, да? А, у нас еще таверна, кстати, есть. Отлично. Я думаю, то, что можно сейчас отправляться. Я думаю... А, кстати, вон, что-то мой Кентик уже начал волноваться, переживать немножко. А что случилось? Что там такое? Что там такое? Ну-ну. Что же случилось? Чё такое? А, освободить место в стеллажах? А, чё ты раньше не сказал, Дуркин? Как будто бы строится, но настолько медленно, что это просто жопа. Поэтому я легче отдам ему просто это все. И пусть он сам это все строит, потому что, ну, видишь, как это долго. Даже факел поставился, причем мой. Не, мне кажется, будет быстрее, пока он построит. Пока он будет строить, мы сейчас остальные хижины порасставляем. Потому что я сомневаюсь, что камня сильно надо много. Потом уже склад с курьером, а после этого шахта и все. Да, то есть сначала строитель, потом таверна, потом дерево, потом склад с курьером и после этого уже шахта. Тогда, да, тогда остаемся сейчас тут. Будем просто ждать, втыкать то, как она будет строиться. И так осталось совсем немного, ведь он уже расставляет свет. И давай. Я уже жду празднования, я уже жду победы, я уже не могу дождаться. Ура! Наконец-то у нас все готово. Теперь наконец-то мы можем поставить строиться таверну. После этого, как я и говорил, хижину лесоруба. После этого я вам говорю то, что надо построить. Сначала, я думаю, хижину курьера, а после этого уже склад. Потому что курьеру нужно будет где-то работать. Поэтому я думаю, то, что сначала курьера построим, потом склад. Хотя, наверное, наоборот надо было сделать. Ну ладно. Мы теперь можем зайти сюда вовнутрь. Вот, у него здесь места появились для строительства. И необходимые вещи. Здесь нужно немного дуба. Ух. Короче, около 5-6 стаков еловых бревен. Ух, это много. У меня такого, к сожалению, не будет. Но, хотя, смотри, мы сейчас можем как поступить. У нас выпало очень много костных блоков с того, как мы зачистили спавнер. Я тогда сейчас предлагаю потратиться на топоры и добыть очень много дерева, потому что... А что нам мешает, правильно? Что нам? Не, ну ладно, у нас получилось 4,5 стака. Этого вполне нам должно хватить. Относительно, по крайней мере, должно хватить. Также я бы хотел из Майнколониса, знаешь, что получить? Я бы хотел получить... я забыл, как он называется и где он находится. Штучка, которая позволит смотреть, сколько предметов надо для... Вот, свиток ресурсов. Он делается с помощью кожи, которой, кстати, у меня нету. Да, но зато на той стороне есть коровы, которых я могу в целом привести к себе домой. И тем самым сделать еще ферму коров. И благодаря этому мы сможем спокойно себе, не отказывая ни в чем, получать много кожи. Поэтому, думаю, этим мы сейчас как раз и займемся. И да, я реально начал заниматься фермой коров. Ведь не только кожу мы сможем получать с помощью них, и не только стейки. В будущем они нам очень пригодятся, поверьте мне. Давай, иди сюда. Давай, первая, вторая. Во. Все. Отлично. Сейчас мы берем 2 пшенички. Немножечко получаем достижение романтический ужин. А, не, мы его за пчел получили. И давай смотреть. У нас вот такое количество ресурсов, которое нам надо, относительно небольшое. Мы сможем сразу же посмотреть, да. Вот, допустим, у меня уже есть 108 еловых бревен, 26 булыжников. Вот факел нам нужно условно, да. Все ресурсы собраны на конец 100. Мы сейчас отнесем эти все ресурсы. Там, правда, еще надо 10 стаков досок. Я думаю, это не беда. Там всего лишь 2,5 стака надо будет превратить. Мы сейчас дадим абсолютно все ресурсы, которые ему надо на данный момент. Вот, ему остается 521 доска. И вот эти все абсолютно доски мы сейчас превращаем. Вот, видишь, 10
Всего лишь 9 досок ему осталось дать. Все ресурсы абсолютно сданы. Красную кровать сделать легко, потому что маг, есть черный, потому что у нас есть уголь. И все, да, у нас в теории осталось лишь ждать вот это все. Кстати, мы еще можем после того, как это все построится, улучшить строительство хижины строителя для того, чтобы он мог использовать железные инструменты, чтобы мне было гораздо удобнее ему давать инструменты, да, потому что железо будет более легче получать, чем камень, поэтому думаю, что это будет хорошо. Да и тем более у железных инструментов гораздо больше скорости, да и прочности больше. Мы, кстати, можем квесты забрать. О, смотри, компас структур дали. Вот это очень, кстати, вкусно. Улучшение, то, блин, я вот это хочу сейчас сделать, реально. Мы можем, вот, смотри, мы можем наши сундуки получать. Нам надо сколько, 5? 5 на 8, 40. Но медь у нас, слава богу, есть немножко. Поэтому, думаю, сейчас вот этот уголек возьмем. Пораскидываем. Сколько нам надо, получается, на все бабки? Вот, 7 штук получится. Давай пока сейчас... извините, медные сундуки еще не были добавлены. То есть ты предлагаешь сразу же железные сделать? Ага. Не, но без базару. Я это реализую. Вот 7 штук. То есть желательно все-таки сделать еще одно медное и железное. Вот. Во. Давай одностраничный. Вот теперь гораздо вкуснее все вы. Ты глянь. Ты просто посмотри на эту красоту. Так это, ну вообще, это вообще другой разговор. Все, я теперь могу отсюда ресурсы спокойно вот сюда закинуть. И все, смотри, красота. После этого я начал заниматься ботанией, выполнил самые базовые квесты и далее открылось изучение мода Eidolon. Я сделал с этого мода книгу, гайд по данному моду, и также я сделал первые предметы для провождения своего первого ритуала. Здрасте. Далее у нас открывается осколок души. Самое интересное. Вот. Для активации самого ритуала необходимо поместить эссенцию плавления на жаровню и 2 манопыли на каменные руки. Ага, но эссенция плавления, вот у меня 11 штучек есть. Манопыль делается легко. Это буквально порох или сахар, или редстоун, кстати, тот же самый условно. Редстоун у меня будет немножко побольше. А эссенция плавления есть. Главное, чтобы мобы были. Но я думаю, что немножко там нападало, наверное, да? Угу. Много нападало. Да, может тут поспим, может они прям сейчас подождать надо и попадают. Да. Вот, смотри, зомби. Крипер. О, тихо, молодые, вы что-то сильно хорошо попадали. Так, раз уж вы попадали, значит можно расставлять... Еще один крипер, что-то сильно много криперов. Можно расставлять руки и жаровню. Будет выглядеть все вот так. Так как у нас будет умирать, скорее всего, лишь нежить, да, скорее всего, то есть скелеты и зомби, криперы не подходят. Ну тогда будем немножко ждать. Не, но можно уже подготовить пока ресурсы, самые такие базовые, самые начальные. Те же самые, условно, 2 монопыли и эссенцию плавления. Ну, можно сразу же несколько взять, сделать, попробовать. Но давай покажу, как оно работает. Мы сюда кладем эссенцию плавления и сюда мы ставим 2 эссенции пыльки. И это все нам нужно сейчас еще зажечь. Для этого нам нужно огнево. Может быть, они не спавнятся, потому что я их не догружаю. Если я условно сейчас возьму лестницы и булыжники и немножко поднимусь, может их будет больше спавниться. Или он уже упал? Ух, ни хрена себе вас тут уже поджигаем, йоу! Сейчас у нас ритуал активируется, да. Забирается монопыль и этот самый, и бум! Ай, красота! Ля, пошла жара! Да, все-таки я был прав. Они почему-то не хотят спавниться, когда я вот здесь стою. Вот видишь, все, они... Ну вот, ладно, один упал, так уж и быть. То есть они все-таки спавнятся, когда я там нахожусь, но чаще, по крайней мере. И у нас получилось 39 осколков души. Эти 39 осколков души я бы хотел превратить... Кстати, смотри, что здесь новенько есть. Тигель странника. Но я хотел бы превратить в
Вот, заклинатель душ. Он делается вот так. Относительно тяжело, но при этом довольно легко. Кстати, реально, мы же сейчас можем уже уйти в Эйдолон. Пошли, давай, поехали. Вот, смотри, дальше у нас идет по крафту магический верстак и тигрь странника, тот самый. Отлично, я сейчас тебе предлагаю его и сделать как раз. Оп, так, надо, правда, территория для изучения Эйдолона. Давай вот здесь пока будем где-то его изучать. Снизу ставим костер и сверху тигель. Вот он, легендарный. Наполняем его, пока что не наполняем. Нам нужно понять, как реализовать вот эту штуку. Нам надо 2 грубых лазурита, 2 киноваря, 1 незер кварц. Ага. Значит, скорее всего, сейчас в Сахту нужно будет сходить за лазуритом. Далее, что там еще надо? 4 осколка души и все, и грубый лазуритик. Тогда я сейчас предлагаю поспать и быстренько смотаешь в шахту за лазуритом. Тихо. Подожди, походу, да, у меня отмена. Черт! Мобы, как же вы не вовремя? Не, пока это первая волна. Тихо, 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 молодо. Ни хрена себе вы больно бьетесь. Фух. О! Мечик какой-то выпал новенький. Катана Хатори. Нажмите, чтобы использовать урон 20 и перезарядка 10 секунд. Ни хрена себе. Спасибо. Осколок эхо. Спасибо. Не, ну, приятные во всяком случае падают здесь шмотки. Базара 0. Но... Не, ну ты прям вообще не вовремя. Ладно, что я там делал вообще? Я забыл вообще, что я делал. А, в шахту нам надо, точно. Сейчас буду делать. Заливаем воду. Немножко подлагало, а значит процесс пошел. И как что делать? Вопрос. Выбросьте ресурсы самостоятельно. А, то есть без разницы. Я могу все ресурсы абсолютно скинуть и нажать играть или как? Как это делать? А, во, вижу. Вот. И правой кнопкой нажимаем. Вот. Ничего не получилось? Или получилось? Получилось! Малый самоцвет души! И теперь можем, кстати, отсюда водичку эту. Нет, тихо! Дай ведро! Отдай ведро! А можно так? Спасибо. Так будет приятно. Малый самоцвет души. Берем сейчас тогда все абсолютно вещи, которые мне надо были для крафта. Какие там вообще надо были? А, орнамент нам надо было сделать, точно. Ну, орнамент это довольно легко. Чикс. И волшебный верстак. Это не просто верстак. Я знаю. Есть. Что нам надо здесь? Здесь довольно тяжело, ведь нам нужен обсидиан, которого у нас нету, 2 алмаза, которые у нас есть. И все. В остальном у нас пока все по минусу. Но ничего. Что у нас дальше по квесту? Теневой самоцвет. Здесь нужна эссенция смерти, а здесь крафт тяжеловат на самом деле. Значит, пока по минусу. Значит, пока пойдем в... Ну, скорее всего, в алтарь нам надо двигаться. Давайте тогда сейчас, пока у нас движения такие даются, мы пойдем к нашему жителю доброму и попробуем подождать, чтобы он наконец-то сделал нам таверну. Потому что от того, что люди здесь не спят, у нас здесь беда в том, что они начинают страдать от этого. Поэтому пока постоим. И, кстати, нам же за вот эту штуку дали скрижаль. Давай квесты все заберем. Еще и сердце зомби дали. Какие вы молодцы. Спасибо. И 2 магических этих самых. Статуэтка и хвостик беса. У нас же есть возможность в пристанище где-то... Вот, найдите крестьянина. Вот, смотри. Попутного ветра. Нам нужно вот эту штучку сделать. А давай сделаем! Подожди, я сейчас тебе покажу, что будет. И мы получаем ездевую безделушку. Вот. И после этого мы получаем дневник путешественника. И при активации правой кнопкой открывается карта. Карта! И также мы теперь можем посмотреть, вот, поторговать с жителем, получить руну лозы, убить ведьму и взорвать кого-то с помощью TNT. Тогда пока у нас ночь, тебе предлагаю сейчас взять динамит, взять то же самое огнево условно, которое у меня здесь есть, и пойти попробовать кого-то взорвать. Любого моба вопрос, или обязательно какого-то злого? Любого моба абсолютно. То есть можно... А, не, подожди, спать тогда не надо ложиться. Спать тогда нельзя, потому что нам же нужно сейчас найти ведьму для того, чтобы кинуть ей арцлесию. Для этого, скорее всего, нам придется немножко побегать здесь, дабы нам найти ее, по крайней мере. О, кстати, пчела. Можно ее немножко изучить и ее взорвать. И... Бум!
Засчиталось? Засчиталось. Я слышу злыдня. Ты просто посмотри, какая погода атмосферная. Вау! Воу! И даже без факела хочу постоять, сейчас подождать какую-то молнию. Не хочу, чтобы где-то рядом... Во! Ой-ой-ой-ой-ой! Бля, я даже скриншот сделаю. Смотри! Что ж здесь происходит? Тюремные камеры! Так, я давай меточку сразу же здесь оставлю. Я случайный цвет поставлю. Да ну, повезло. Не, ну атмосфера, конечно, жесть. Прям... О, ведьма, привет! Так, на тебе я сразу кину. Все, смотри, она замерла. Она сейчас немножко втыкает, она ждет, она думает. Все, она мне дала книжку и получили мы, я так предполагаю, да? Да, знак греха. Теперь же нам нужно отправиться, скорее всего, вот в эту деревеньку, для того, чтобы там найти крестьянина-священника, скорее всего. Вот, жители священнику и ведьмы. То есть все-таки правда, нужно найти где-то священника. Священник это у нас тот, у кого зельеварка, да, если не ошибаюсь. Так, мне кто-то надо, буквально любой. Вот, священник, на тебе Арцелесию. Он ее подобрал. Мы сейчас получим то, что мне надо, да? Да, священный путь. Спасибо, можно возвращаться. Да, я, кстати, здесь метку оставлю. Деревня. Для того, чтобы я мог спокойно телепортироваться между метками. И сюда я по-прежнему зайти не могу, да? Да, мне же вроде следующую надо, да? Да, дуновение ветра. Да, вот эту как раз мы можем выполнить. Тогда, но я смогу в деревню телепортироваться. Начинается история с колдовством. Для продолжения нам нужно создать алтарь. Для алтаря нужны плитки из гладких досок. А это у нас квест вот этот вот, а вернее задание, эссенция смерти, да? Блин, намного удобнее стало работать с котлом, намного удобнее. Тем более с эссенцией магии это станет еще удобнее. Кстати, вроде правой кнопкой или шифтом, да, вот шифтом можно высушить данный котел. 3 деревянных алтаря и также нужно соломенное чучело. Просто 5 пшенички, они у меня точно должны быть где-то здесь. Кстати, нужно размножить коровок, поэтому даже немножко с лишним возьму сейчас. Пожалуйста, и сразу же мы можем, точнее не как сразу же, нам надо реализовать кое-что очень важное. Во-первых, кубок нам надо реализовать, во-вторых, нам надо реализовать курильницу, и в-третьих, нам надо реализовать время деньги. Найти жертвенный череп, у меня есть такой, обрядную траву. Я понял. Короче, это украшение на этот самый. Это украшение на наш ритуальный стол, который мы сейчас будем делать. И чтобы его сделать гораздо удобнее, нам бы сейчас одну нитку буквально получить как-то. Одну! О, есть, отлично. Мы сейчас сделаем свечку. Также у нас есть голова зомби. Вот. Ну а здесь, конечно, да, либо грибы, либо розувизора, но у меня ни того нету, поэтому обойдемся пока так. Здесь нам нужно 4, здесь нам нужно еще 3, это 7, и здесь нам нужно 9, 13 слитков. Делается по 2, значит нам надо 7 крафтов. Для этого нам надо сейчас взять 14 золота, 21 манопыль, вот это, кстати, прям сейчас жопа будет, немножечко вот таких вот ресурсов. Я не знаю, могу ли я стаками сразу же закидывать. Если можно, это будет максимально удобно. Да, можно. Попал? Ай, попал. Ай, хорошо. Можно сразу же делать. Вот это прям вкусненько. Вот это прям приятненько. Так, вот 14 есть, отлично. Сейчас тогда мы реализуем что? Мы сейчас реализуем один орнамент. Хотя, подожди, он нужен где-то здесь? Нет, он здесь не нужен, поэтому пока я его делать и не буду. Нам нужен слиток пьютера. О, слиток пьютера это тяжело. Есть, кстати, отлично. И что еще? 2 слитка серебра. Так, серебро у нас есть. Погнали, делаем одну курильницу и кубок. Отлично, получаем за это 2 квеста. И сейчас, если мы их поставим, мы сейчас сюда, если не ошибаюсь, надо жертву какую-то принести. А сюда нам нужно... подожди, сейчас вроде бы рано. Сейчас мы можем... Вот, чтобы создать силу, надо привлечь благосклонность божества, иметь полный запас маны. Сейчас нам нужно вот мантру. Подношение кубка, наполненное кровью, это особый нечестивый обряд для привлечения благосклонности божества. То есть, если я сейчас попробую, допустим, взять вот так, не получится. Смотри. Ой, хорошо. Молиться, если что, мы можем раз в сутки.
Вот, видишь, сейчас у нас 2.19 справа сверху. Значит, на следующий день в 2.19 мы сможем помолиться. А пока тогда что? Я тогда предлагаю сейчас... Хотя мы можем просто выполнить же скрижаль, руну лозы и поторговаться с жителем. То есть нам во всяком случае придется идти в Майнселс без этой самой, без алмазных инструментов, да? Ладно, давай тогда смотри, давай тогда мы сейчас поступим как? Я сейчас поплыву к нашим жителям. Так как у нас все ресурсы для таверны уже доставлены, я тебе сейчас предлагаю дождаться, пока у нас наш житель достроит таверну, дабы он уже начал строить что-то новое. А тут у нас все в процессе. Тут я могу просто залезть вот сюда на дерево и просто смотреть на то, как он будет строить. Так, друзья, вот это я профыкашил, я немножко отвлекся, у меня здесь жопа такая происходит, это жесть, у меня все поумирали. У меня и строители умер, у меня все поумирали, у меня все, у меня все просто поумирали отсюда. Ой, красота. О, друзья, да, вот это я даю. Так, мне нужна могила моего строителя. Вот она, да? Да, вот она. Могилу я, пожалуй, повскапываю, потому что... Зачем мне здесь могилы данных товарищей, чтобы никто не видел, никто не знал? Тогда надо сейчас вот этому новому строителю отдать в инвентарь все вещи, для того, чтобы он их использовал. Все. Прошу прощения, извините, сильно задержался. Ну, а что? Короче, я понял то, что ждать мне придется гипердолго, поэтому я думаю то, что сейчас можно попробовать в остальном позавершать все нужные вещи для скрижали. Например, отправиться в измерение Майнселса и... поторговать жителям. Для начала, я думаю, то, что можно поторговать жителям, то я думаю, то, что мы сейчас можем телепортироваться в деревню и найти кого-то, с кем мы можем поторговаться за небольшую сумму. Пригодятся сейчас для торговли. Вот, например, с фермером, кстати, у него, возможно, мы еду сможем купить. Да, вот, смотри, хлеба куча. Пожалуйста. Мы его сейчас прокачаем и также выполнили задание. Отлично. Вот, смотри, рис и яблоки. Теперь мы можем их покупать. Но, ладно, теперь пора отправляться в самое главное. Тюремные камеры. Так, за решеткой получаем достижение. Войдите в тюремные камеры. Так, но здесь я чувствую будет опасненько. Но зато здесь есть фляги, грубые осколки алмаза. Я думаю то, что, кстати, я на самом деле буду брать все. Руды я брать не буду. Вот, кстати, здесь спавнится кентик. Вот, например, аметист. Такие всякие приколы я буду брать. Самое главное мне найти... руну лозы. Кстати, смотри, разящий клинок и страта 3. Ни хрена себе чар. Вот это я тебе скажу прям вкусно. Ой-ой-ой, это прям ой-ой-ой. Смотри, починка. Вот это ни хрена себе я нашел. Еще одна книга на защиту 3. Ни хрена себе. Надо в рюкзак поскладывать все книжки. Да, тропа обреченных, вот. И здесь, кстати, я еще нашел тот самый неразрушимый, нерушимый клеточный верстак. Верстак из клеток. Благодаря нему мы можем создать вот условно широкий меч. Для него нужны вот такие ресурсы. Вот такой бы меч, кстати, я бы на самом деле создал. Как интересно клеточная сталь делается, вопрос. Она делается у нас... Ага, с помощью... ну нам до него еще очень рано. Ладно, пошли тогда в тропу обреченных. Вау, здрасте. Такая тишина. Войдите в тропу обреченных. Куча рецептов нам пришло. Кстати, рецепт клеточного, этот самая шестерня у нас появилась. И я могу вернуться в верхний мир. Также здесь сундучки с луками. Я не знаю, зачем оно мне надо, но, видимо, пострелять немножко по данным вот приколам. Попал? Не попал. Ну ладно. Спасибо, но мне не надо. Смотрите. Вот, лоза. Пока вперед нам нужно двигаться не глядя, для того, чтобы найти сразу же лозу. Поэтому я вам предлагаю идти сейчас по этой дороге, не отступая, и потихонечку, вон, смотри, видишь, у нас появился портал, а также стрелочка налево с руной лозы. Но имея в виду то, что скорее всего мне там будет жопа. Спросите меня почему, потому что там будет босс. Итак, нам надо сюда, в эту яму. Вот этого босса нам надо победить. Вот элита. Ой, мне жопа. Ауч. Ай-яй-яй-яй-яй, спокойно. Все. Давай. И во.
О, я выполнил руна лозы. Все, теперь мы можем подниматься наверх. И сейчас я думаю, то, что можно... Знаешь, как поступить? Можно сейчас спокойно пойти в следующее измерение. О, здрасте. Тут у нас, правда, товарищи будут нас встречать, а мы их сейчас вот так оббегать будем. Мы тоже умеем кувыркой. А я бегу. Все, тихо, молодые, не надо меня трогать. Все, я добрый, я не злой, я безобидный. Мне нужно как-то пройти внутрь. Вот. И здесь у нас дорога в никуда. Но почему? Потому что, скорее всего, мне нужно как-то... Тихо. А, вот, смотри, бум. Вот, куда мне надо. Так, здесь у нас есть лифт, который правой кнопкой нажимаем и поднимаемся наверх. Вот, у нас новые вещи появились, но, правда, широкий меч остается все равно той же самой имбой. И погнали в тюремные башни. Я проходить до конца самого сейчас не буду. Я хочу сейчас сосредоточиться на том, вот, пожалуйста, новый вид с отличным видом. Да, я думаю, то, что можно возвращаться в обычный мир. Правда, я не знаю. А, вот все. Можно телепортироваться домой. Наконец-то. И у нас скрижаль выполнена. Теперь у нас открывается контент из Iron and Spells. Открывается для прохождения структуры из Эйдолона. Также теперь в мире начали появляться существа из Рец и Эйдолона. И также, наконец-то, мы можем реализовать алмазную кирочку. И бум! Наконец-то! Алмазная кирка. Победа! Теперь я могу наконец-то добыть обсидиан, дабы сделать тот самый зашифрователь душ. Ведь он, поверьте мне, очень крутой. Да и просто обсидиан много где нужен. Нам нужен орнамент. 2 штуки. Это не беда. Далее сюда 2 слиточка. И сверху... Ага, 2 алмаза. Тех самых. Далее книжку. Магический верстачок у нас тут. И делаем самый непримечательный рецепт. Готово. Заклинатель душ. Да, теперь поставив сюда кирку, мы можем спокойно ее зачаровать с помощью... Где оно? Осколков души, которые у меня вот они. Давай попробуем подкинуть. Вот. Допустим, эффективность. И да, теперь, как ты можешь заметить, к сожалению, сюда нужен опыт. Не, ну ладно, смотри, мы сейчас можем немножко мобов офармить, то есть мы можем сейчас подойти сюда, немножечко подняться, чуть-чуть подождать, пока наши мобы туда упадут, да, то есть они сейчас начнут спавниться, вот уже начали спавниться, уже прям много, а ну... Во, смотри, сразу же 7 уровень дали. Отлично. Давай. Допустим, защита от поломки. Что это такое? Защита от поломки. Предмет вместо того, чтобы полностью сломаться, превращается в обломки, поддающихся восстановлению. Ага, можно. Удача, прочность, еще прочность, еще удача, еще прочность и эффективность. Удача 3, уже надо 3 уровень. Ну вот эффективность 2. Ой-ой-ой-ой, какие вкусные чары. Давай тогда подбежим к нашей колонии, как обычно, постоим АФК, подождем, пока наш Кентик построит таверну, и тем временем будем разбираться с планами на будущее. Наши планы на будущее довольно просты. Нам нужно потихоньку начинать изучение Эйдолон, и дабы двигаться дальше, нам нужно создать специальный ножичек Атам. Он позволит нам собирать растения для создания благовония, чтобы сделать всякие ритуалы. Также я понял, что нам нужно построить башню чародей из Майнколонис, дабы делать эссенцию магии, которая нам позволит продвинуться в моде ботании. А также мы сможем отправиться в свое первое подземелье. И что же, я снова с вами. Здравствуйте, на улице 42-й день. Вот такая вот красота, вы можете заметить. Смотрите, у нас туда я вижу. И таверна достроена. Вот как ты... нет, я перешел мир, увы, сообщений нету. Но таверна достроена, наконец-то он уже начал добывать ресурсы, вернее, начал разравнивать территорию для хижины строителя, точнее, лесоруба. Я ему уже ресурсы подогнал, сделал, кстати, все каменные инструменты, подчаровал их вот так вот красивенько, можешь посмотреть, вот так вот красиво. Ушло, конечно, это время немного, но ничего страшного, в целом круто все равно получилось, потому что я пока стоял, пока ждал. Кстати, еще сейчас
сейчас покажу, что я дома сделал. Да, я не просто так стоял, ждал, я не просто так втыкал, не-не-не, я тут делами занимался крутыми. Вот, и что же, давай пошли, я покажу, что я сделал за кадром, пока я тут бегал, ходил. Дел много. И что же я сделал за кадром? Я начал возводить немножечко территорию, так скажем, Бладшаун для своего дома, да, правда, мне не хватило ели. Также я вот здесь все разровнял, теперь вот такая здесь красота, да, теперь мы сюда сможем перетащить нашу тоже самую ботанию. И я думаю, то, что этим как раз сейчас займемся. Тем более, кстати, я свой топорик зачаровал на шелковое касание. Не получилось, увы. Вопрос, что с бассейном делать? Потому что, скорее всего, я его не смогу перетащить, да? Да, а если я его сейчас сломаю, у меня вся мана отсюда улетит к небесам. Красиво теперь здесь вот. И вот, собственно, да, вот так. Насчет ресурсов. Я сходил в шахту, вот столько ресурсов я надобывал. Много. Получилось даже, кстати, много золота. Вот тут я уже много начал плавить, кстати. Всякого разного. Опыт, конечно, я уже умудрился весь просрать пару раз, поумирав. Но ничего. Зато, как говорится, все есть. Также, кстати, я кирку накинул починку, которую мы нашли в Майнселсе. И это прям уровень, это прям очень хорошо. У нас 35 алмазов, я хотел взять какую-то броню из Эпик Самурая. А вот он, Эпик Самурай. Правда, вопрос, какую броню, потому что если я условно вот эту хочу, она примерно как алмазная. А давай пока алмазную сделаем, че, я пока париться не буду. Я пока сейчас сделаю самую базовую алмазную броньку, прям вот полностью целую. Во. Мы остановились на том, что я строил, что? Я строил хижину-таверну. Я факел сломал, молодец. И сейчас строится хижина лесоруба. Вот здесь. Мне надо построить башню чародея, для которой нужен был чародейский стол. Это мы реализуем легко. Далее по квестам, если смотреть, у нас тут эссенция магии, которую как раз таки ждем сейчас нашу башню чародея. А далее, что у нас еще? Теневой самоцвет у нас, кстати, по движениям идет. Вот такой вот крафт, у него незамысловатый. Я думаю, то, что можно его создать, так как нам нужен дом для того, чтобы увеличить нашу популяцию жителей. Поэтому я предлагаю сейчас как раз таки это сделать. Так как эссенция смерти как раз у меня есть. Уголь, кстати, у меня как раз тоже накопился, поэтому думаю, то, что можно реализовать. Да и кварцы только что, кстати, реализовал. Мы сейчас закидываем сюда уголь, 2 осколка, 1 алмазик, кварц и эссенция смерти. Во! Отличненько. Получаем сейчас теневой самоцвет. А тем временем давай сейчас, пока делается у нас теневой самоцвет, реализуем чародейский стол. Правда, знаешь, что бы я сделал? Мне, наверное, пшеница, да, мне, наверное, пшеница там присутствует. Вот, теневой самоцвет. Спасибо за квест. После этого давай сразу же приготовим ресурсы для дома и для башни чародея. Подзависла. Опа. Здрасте. О, старейшина. Как красиво, что ты тут все расстроил. Ума не приложу только, отчего жители негодуют. Видимо, им как раз таки не хватало дома, так сказать, крыш над головой. А ведь и вправду, кто не хочет возвращаться в уютное место после тяжелой работы? В доме твои поселенцы смогут наконец-то высыпаться, а в дальнейшем, если поместить жителей противоположного пола, на свет может явиться их совместный ребенок. С каждым новым уровнем здания количество спальных мест и, соответственно, доступных к нахождению здесь слотов жителей увеличится. Кроме того, поселенцы также могут спать в таверне, что обладает еще одним чарующим странников свойством. Но об этом потом. Что-то заболтался я. Пора старому мне косточки протирать. Ну, бывай. Давай. О! Здрасте, чародейка. Что ты тут устроил? Что? Кто я и почему пристала? Вообще-то это ты меня потревожил. Но раз уж так, слушай. Я верховная чародейка, имя мне Керда. Отныне эти земли под моим покровительством. Итак, какого пиглина ты меня отвлек? Я здесь не для похвальства. Спрашиваю еще раз, с чего ты решил, что тебе нужно это здание? Решил поиграть в колдуна? Ну-ну. Ставлю камень теней, ты и гримуар-то в руках не держал. Наразливал бассейнов, склепал распределители из грязи и палок. Думаешь, что уже маг? Вороне с тобой. Так и быть. Толкую тебе хоть азы, пока не пришлось собирать твои останки по округе.
Лишние бесхозные умертвия не нужны даже мне. Ты, сопляк, только ступаешь на тропу, где отныне ошибки непростительны. Постарайся не убиться в первый же день. Ну, посмотрим, во что ты гораст. Я решил тебе уделить немного своего времени. Можешь гордиться, пока есть повод. Да? А азы ты мне расскажешь? Умный. Ты куда пошла? Вот это да! 2 сюжетных персонажа одновременно. Прикольно. И сразу же, я думаю, после этого запускать, строить данное здание, для того, чтобы мы смогли получать те самые эссенции магии. Наконец-таки. Давай еще раз попробуем помолиться. Могу ли я это реализовать? Да. Ваш покровитель не будет удовлетворен, пока вы не сделаете что? Не воспользуйтесь новыми знаниями. Мы уже все. То есть нам нужно реализовывать уже... Вот, смотри, жертвенное животное. Во. Мы сейчас, смотри, что делаем. Мы сейчас берем одну нашу коровку, бежим к нашему алтарю. Чикс. Потом бум. У нас она наполняется кровью, да? Или нет? Или нету крови? Или есть кровь? Вот, смотри, кубок наполнился. Теперь нам надо сейчас взять, если не ошибаюсь, орнамент из пьютера. Во. И пойти реализовать первый свой символ. Мы сейчас кидаем данный пьютеровый символ. И, получается, реализуем вот такой вот крафт и ничего. А почему? Не понял. Давай светом немного по этот самый. Не могу. А свет? Не могу? Или мне нужно обязательно благовение делать? Не, ну ладно, хорошо. Смотри, для создания атома нам нужен слиток пьютера еще, потому что орнамент у меня уже в руке есть. Пошли, и бум! А там готов. Изящный ножичек. Дали достижение. Задание завершено. И далее я сразу же хочу попробовать сделать данные вот вазоны, потому что, как мне говорилось, то, что я смогу благодаря данным вазонам выращивать ресурсы, которые можно получить с помощью атома. Потому что для того, чтобы нам все получить, нам надо ломать, я даже не помню что, вот травы. Листья тропического дерева — это семя сельдриана, папоротник — это стебель авенны, ромашка, ландыш, белые тюльпаны, корень мирамера тот самый, и кувшинка — это цветущая оана. То есть любые белые цветы — это у нас корень. Ну давай глянем, у меня как раз белые цветы должны быть. Вот ромашки есть, 2 белых тюльпана. Но я думаю, на этом хватит, потому что мы можем их выращивать, поэтому пойдет. И вопрос, смотри, вот допустим, да, я хочу выращивать, но вопрос как? Тут об этом написано, вот, собранные травы можно выращивать, если посадить их в вазон. Я понял, все, хорошо. То есть именно то, что мы получим сейчас. А ну... Угу. Это мне так не фартануло сейчас или как? Ландыши еще, кстати, подходят. Блин, ну ты, конечно... Угу. Что нам еще надо? Нам нужны кувшинки, нам нужны листья тропического леса и вроде бы больше ничего. Но для создания ритуальных благовоний нам вроде бы надо... Вот, только смола и оанна. Смола делается с помощью корня тот самый, а цветущая оанна у нас добывается с помощью кувшинки, то есть нам надо болото. Понял. Да, я здесь ничего такого полезного прям не замечаю, значит давай смотри, возьмем сейчас компас биомов, напишем сюда болото и попробуем найти 3000 блоков. Нет, что-то сильно будет далековато. Еще 3000 блоков. Ну и все, да, сванговое болото самое адекватное. Нам надо бежать ровно вон туда. Поэтому давай сейчас включим 32 чанка. Зачем? Для того, чтобы вот тут карту большую прогрузить, потому что чанки это одно, а вот карта это другое. И, кстати, крокодилы... Ни хрена себе они наносят, кстати. Но ничего не падает, кстати, с них обидно, к сожалению. О, смотри, еще один, кстати, путеводный обелиск. Прикольно, это прям вау. Смотри, что я нашел! Ой-ой-ой-ой-ой. Во-первых, новые башни я нашел, тюремные камеры. А во-вторых, я нашел данж из Iron and Spells Books. Это нам сюда надо будет пойти, кстати. Это прям, да, это прям надо будет. Я тут даже меточку оставлю. Данж пироманта. Так вот назову, потому что это данж пироманта. Задолбался я на самом деле уже бежать. Но осталось всего лишь 180 блоков. Я вроде бы никаких больше структур не замечал, но помимо деревни всякой или что-то в этом духе. Шахта вот огромная есть, смотри. А где у нас, я не понял, болото? Кстати,
Кстати, поднявшись на эту гору, мы сейчас можем, знаешь что? Мы сейчас можем посмотреть в округе, что у нас здесь есть. Вон туда, если посмотреть. Ты глянь, какая красота! Просто глянь. Смотри, там какое-то огромное строение есть. Там он аванпост, я так понимаю. Блин, красотища. Но, скорее всего, да. Скорее всего, здесь ничего не будет, так как здесь все заснежено. И тут кувшинок я явно не найду. Тогда надо искать обычное болото. Самое базовое, самое обычное. Но оно находится в 3000 блоков. Тоже, кстати, в ту же сторону. Бляха-муха, но 3000 блоков это до хрена будет бежать. А есть какой-то способ, как получить кувшинку более легким способом? С помощью лиан. А кувшинку можно получить... Точнее, лиану можно с помощью кувшинки получить. А кувшинку можно как еще получить? Можно выловить, можно выторговать, кстати, у кого? У странствующего торговца. Блин, такое себе. Ну, бляха, ну 3000 блоков бежать, это сейчас будет долго очень. Блин, кстати, может джунгли будут ближе, нежели болото, потому что благодаря лиане я смогу получить кувшинку. А ну давай посмотрим, попробуем. Тропический... Значит, джунгли, вот. Может джунгли будут ближе, нежели болото? Не, а хотя смотри, нам назад. Хотя, да, туда. А джунгли есть какие-то? Вот, редкие джунгли есть, например. 3800, тоже в ту же сторону. Хорошо. Но есть еще грибные джунгли. Нет, увы, к сожалению, ближе будет у нас обычное болото. 2000 блоков, тем более, мне осталось идти. Поэтому будем уже идти туда. Смотри, кого я нашел. Я нашел гномусов. Хе-хе-хе. Да, реально, мешки с гномусами. А они еще здесь не спавнятся, потому что еще не время. Да, еще не время. Зато я уже могу получить вот кожа мыши, нут гномусов, сыр гномусов. И тут еще вот есть то, что мне надо еще. Вот, коготь гномуса есть. Это очень полезные приколы на самом деле, потому что они нам явно пригодятся. И мне осталось, кстати, всего лишь 500 блоков. И вон он! Смотри, вон он, тот лес, наконец-то. Главное, чтобы здесь, кстати, еще были кувшинки. Хотя ничего страшного, здесь эти самые лианы, ничего, думаю, страшного не будет. Оно, давай. Ага, вот так вот, значит, да? Я, значит, к тебе шел, 3000 блоков, а ты мне даже с первой не дал цветок. Ладно, со второй дал. Спасибо и на этом. Все, я наконец-то дома. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас я поскидываю всякие приколы. Обязательно сейчас займемся вазами для того, чтобы наши штучки выращивать. Вот эти две. Все, пожалуйста, вазон есть, достижение получено. Теперь вопрос, где мне его поставить тебе? Я думаю, то, что поставлю возле фермы. Давай где-то... А, вот тут поставлю. Во. Возьму сейчас цветущую Анну и корень Мирабера. Во. И теперь, как ты можешь заметить, оно уже начинает потихонечку расти. Отличненько. И далее для создания ритуальных благовоний нам осталось лишь сделать, если я не ошибаюсь, вот такой, да, самый базовый крафтик. Только еще один чародейский пепел взять. Могу ли я помолиться сейчас, условно, свету? Да, отлично. Так как у нас теперь есть ритуальные благовония, мы можем их сюда запихнуть. Вот, как ты можешь заметить, я ее сюда запихнул. Теперь я ее поджигаю. Вот. Разблокирован знак души. И теперь я могу, во-первых, реализовать древнюю статуэтку, а во-вторых, святую статуэтку. Но, правда, пока я не могу, потому что для его создания надо любой символ. Тогда я тебе сейчас предлагаю, что? Я тебе предлагаю пчелами дальше заниматься, потому что пчелки у нас тоже стоят на месте, ждут нашего часа. Смотри, что я сейчас предлагаю. Так как у нас было задание сделать кристаллическую пчелу, для ее создания нам надо пчела-каменщица и листорезка. Каменщица у нас уже есть, то есть вот этих нам толку 0. Поэтому я сейчас тебе предлагаю сделать клетку, вот эту вот пчелиную клетку. Делается она относительно легко. Мы сейчас берем медовое угощение, которое у меня, скорее всего, вот здесь лежит где-то. Вот 3 штучки. И попробуем сделать еще один призыв. Что у нас там пчелки? Они сделались, кстати. Давай посмотрим, какая нам нужна. У нас есть каменщица, нам нужна листорезка. Листорезка у нас есть. Поэтому я сейчас беру, закидываю сюда. Здесь немножечко делаю векен туда-сюда. И все. Да, у меня теперь есть 2 пчелки, которые нам нужно использовать для размножения. Вот эти, я думаю, то, что я могу ломать улья и попробовать размножить данные 2 виды пчелы. Давай попробуем. Вот условно. 1, 2 и
скрещиваем. И у нас получается кристаллическая пчела. Хе-хе. Так, эти две я тогда предлагаю вам сразу же забрать пока себе. У нас что тут? У нас прям очень хорошая здесь, кстати, статистика и характеристика. Далее ее нам надо совместить с медной, дабы получить либо железную, либо оловянную, либо... ну и все, да, либо железную, либо оловянную. Погнали тогда, что? У нас сейчас день ожидания, пока мы сейчас ждем, наша пчелка вырастает. Сколько она, кстати, расти будет, я не заметил. 20 минут. Значит, тогда мы сейчас идем к нашу колонию, будем ждать, пока склад будет строиться. И после этого тогда у нас, скорее всего, наступит уже следующий день, когда пчела вырастет. К тому времени этот день наступит, мы сможем еще раз помолиться нашему духу греха и, возможно, получить символ. И если мы получим символ, будет очень хорошо, потому что благодаря нему мы сможем реализовать косу, каменный алтарь и рунический алтарь. И далее уже начнется самое интересное, ведь мы сможем открыться дальше в ботании и реализовывать руны, которые нам понадобятся для реализации будущих предметов, которых там будет очень много. Я, короче, посидел, повтыкал и понял, что мне надо вот эта книга. Помните, давным-давно, вот буквально только что этот вопрос задавал. Короче, я посидел, повтыкал, пока ждал, пока склад построится. Мне боги подсказали, что надо сделать данную книгу, которую, вам выдается, конечно, по квесту, но я ее благополучно просрал. И она нам даст возможность повышать свое здоровье, кушая всякую разную еду. Давай тогда мы сейчас сделаем книжечку еды. Вот, подзадача выполнена, кстати. И вот здесь, скорее всего, в фермерстве об этом рассказано. Вот. Гастрономические открытия в этом мире могут настолько поразить, что у вас и сердце станет биться сильнее. Вот. Чтобы узнать, какие именно это блюда, вы можете создать книгу, что может вести журнал съеденных и еще не попробованных блюдов для вас. Точнее, у вас эта книга, скорее всего, уже есть, если вы ее не выкинули. Вот, смотри. 22 морковки можно скушать, и мы получим одно сердечко. Вот, смотри. Мне еще одну морковку надо скушать. Или нет. Вот, категория завершена. 5 морковки, условно. Вот, смотри, пиво, пряники. Кстати, можно пряник какой-то скушать, условно. Вот, смотри, еще не попробовано, каково это на вкус. Вот. Сюда! Отлично. Далее вот, большие порции, 0 из 1. По сути, это вот это. Дальше мы можем попробовать супы или рагу. Вопрос, считается ли загадочный рагу? Нет, не считается, значит, скорее всего, какой-то другой вид рагу надо сделать. Вот, смотри, куриный суп мы сделали, а вот овощной суп, условно, мы не сделали. Но, правда, его пока я сделать и не могу. Вот жареный рис, а вот тыквенный, условно, я, скорее всего... Да, могу. Вот тыквенный могу. Но, правда, для этого надо кухонный котел реализовать. Сырой бекон, да. Ладно, давай попробуем мантру пока прочитать. 1, 2, 3. Вы постигли новое знание. Прикосновение тьмы! Наконец-то! А вопрос, у меня орнамент... Нет, не с собой. Так, ладно, давай сейчас где-то попробуем найти одну свинку. Буквально одна. Буквально единственная одна такая непримечательная. Спустя небольшое количество времени, наконец-то я нашел свинью. Что нам еще надо? Все, осталось лишь нам только молочко. Да, подсолнечное масло я уже взял. Пошли возьмем. Молоко. Спасибо. И погнали делать. Так, данный ремесленный стол не под... Почему? Миска тебе еще нужна сюда. Ну, допустим, вот у меня все предметы есть. Так, что мне еще надо было? Подсолнечное масло и молоко. Вот, да, смотри, пошел процесс. Отлично. И готово. Тыквенный супик. Дали обратно ведерочко и бутылочку. За это большое спасибо. И давай покушаем. Ой-ой-ой-ой-ой, какая вкуснятина. И вправду вкуснятина еще та. И, кстати, подожди, молиться. Мы же можем сейчас реализовать, наконец-то, то, что я хотел. Нам осталось лишь сейчас взять немного пютера, которого у меня, кстати, уже нету. Отлично. И теперь мы можем кинуть сюда данный орнамент и прочитать вот такую вот
мантру. Вот. Отлично. Кстати, можно попробовать зажечь тебя. О, вы постигли новое знание. Серьезно? Это оказывается легче, чем я думал. Ладно, мне повезло сейчас очень сильно. Без проблем. Давай еще реализуем тогда и святой символ. Потому что нам он тоже нужен будет. Так, здесь душа и свет. А ну, во! Только смотри, у нас мана потратилась. Но зато благословленный светом и благословленный тьмой у нас теперь есть. Пожалуйста. Они у нас в крафтах, если что, не используются, поэтому можно их спокойно оставлять, кайфовать и расслабиться. Что же, квесты у нас эти завершены, и теперь мы можем наконец-то реализовать, во-первых, косу, а во-вторых, древнюю статуэтку. Но, хотя я не знаю, насколько есть смысл ее делать, конечно, потому что у нас и так особенно довольно хороший стол, поэтому я не думаю, то, что сильно надо, но вот косу, вот это вкусно смотрится, это прям интересно. Нам нужно реализовать камень самоцвет, точнее вот этой вот души, и его нам надо реализовать 2 штуки, поэтому я тебе предлагаю сейчас взять все ресурсы. Погнали, 1, 2, 3 и 4. И бум. Все, готово. Что нам там еще, кстати, надо для создания данного алтаря? Давай сразу же посмотрим. 2 моноалмаза, 2 жемчуга. Давай сюда. И немножко монокамня. Да, у нас все ресурсы есть, давай. Бум. Ай, хорошо. Давай поставим куда-то вот сюда. Ну, кстати, у нас тут камешек уже сделался. Кэшбэк, так называемый. И отлично, у нас открывается сейчас доступ до магии. Причем не слабенько такой магии. Но магия немножко подождет, ведь у нас, скорее всего, наша пчелка уже созрела. Да. Давай мы ее сейчас захватим. Спасибо, собери их одну важную особую. Основы, какие особы? И погнали к нашей медной пчеле. Кстати, она тут уже... Нифига себе ты тут, конечно, наделала уже, но подожди. И давай размножать. Вот, и у нас получилось... Ага, не та, которая мне надо, мне получилась оловянная. Ну... В целом, олово тоже пойдет. Но оно мне не настолько сильно нужно. Но ничего страшного. Мы сможем, если что, реализовать еще раз. Это не беда. Мы можем чуть-чуть буквально подождать, и у нас еще будет. Далее я решил подготовиться к будущему. Так как мне нужны эссенции магии, а башни чародея пока нету, то я решил подготовить ресурсы заранее, дабы после сделать сразу же много эссенций. Но ждать мне много не пришлось, ведь кое-что произошло. Ёб твою мать! Как же не вовремя! У меня появился разлом! Все поселенцы легли спать. Молодцы! Ой, мне страшно. Там что? Там появился... Нет, да ну нахрен! Я успею? Успел, да. Сразу же тотемчик юзну. Ой, товарищи! Ой-ой-ой! Покушать надо. Попытка номер 2. Все, до свидания. Тихо, 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 успокойся. О, вот эта мразь, я ее больше всего ненавижу. Вот его надо в первую же очередь убить. Да подождите! Да, все. Ух. Авада Крафтабра? Почему? Эссенцию магии дали! Не, спасибо, но немножко не вовремя. Ну, вернее, спасибо, но не сейчас же надо было ее мне давать. Не, ну ладно, привет, чародейка. Все тебе не имется, юнец. И откуда у тебя столько энергии? Как шустро ты начал лезть в высшую магию? Как ощущения? Восторг? Мурашки? Или просто понял, что это может быть твой последний фокус? Ну все, сопляк, теперь у тебя клеймо мага. Придется развивать силу, осваивать новые заклинания, корпеть ночами над пыльными тяжелыми фолиантами. Если повезет, может к старости из тебя выйдет толк. Дай-ка подумать, чем я могу тебе помочь не расчистить тут все к пиглиновой бабке? Точно. Расскажу тебе кое-что из летописи древности. Но для начала создай себе волшебную книгу. Да-да, своими руками. Сам. Тебе же хватит на это ума. Сделаешь как надо, и я раскрою тебе секреты мироздания. Ну или хотя бы поясню, почему тут все гудит, течет и иногда взрывается. А сейчас не трать мое время, сопляк. Приступай к мистицизму. Да, ситуация прям очень
неожиданная ситуация. Не, ну, слушайте, спасибо. Мне не придется делать теневой самосвет, эссенцию магии, ведь она у нас уже разблокирована. И теперь мы можем отправиться в ключ от зимних катакомб. Да, друзья, мы можем в них отправиться. И даже строительство башни чародея нам пока не надо. Ведь у нас уже все абсолютно готово. Но насчет книги заклинаний она не соврала. Мне действительно ее желательно сделать для того, чтобы я мог начать колдовать. Да. Пора нам становиться колдунами. Как бы странно это ни звучало. И что же? Ключ от зимних катакомб. На самом деле нам желательно подготовиться, но вроде бы я относительно готов. Мне всего лишь надо взять какую-то хорошую еду с собой. Можно вот берицели взять. Вот, да, их лучше возьму, потому что они гораздо больше восполняют хп. Ну, вернее, сытости. Ну и в целом, да, в остальном я готов. Нам бы желательно, конечно, взять какой-то рюкзак. Кстати, насчет рюкзака и вместе с ними полететь в зимние катакомбы. Что же, пошли? Да, не буду задерживать, полетели. Давай куда-то мы сейчас тут по центру поставим. Сытость дали, вот это спасибо. Давайте поставим прямо здесь. Фух, портал в зимнее подземелье. Вперед! Здравствуйте. У меня факела с собой нету, но есть фонарик. Пойдет. Приветствую вас. Ломать я здесь ничего не могу. А я здесь замерзаю. И привет. Эти данжи переделали, если не ошибаюсь, не очень слабенько. Вон праца стоит тот самый. И стоят механизмы из Эмбера. Глянь. Блин, жалко, что я это все добыть не могу. Было бы очень полезно. Зато я точно знаю, что лутать здесь надо абсолютно все, что есть. И вот, записи. Это самое главное. И, кстати, на самом деле здесь довольно много всего, что можно взять. Архаический фонарик, солевая лампа. О, здрасте. А я сюда залезть не могу. Или я отсюда потом спуститься, наверное, смогу. Так, пошли дальше. Что у нас на этой стороне есть? Тут у нас еще одна запись есть. Тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одна запись. Ну, такие себе на самом... А, кстати, здесь написано даже сокровище Ч уровня 1. То есть сейчас это пока мелкие вещи. Зато уголь есть. Вот это прям хорошо. Кожа немножко. Еще угля. Вот это вот уголь я буду брать точно. Аметисты. О, здесь прям шерстить надо все. Вот, кстати, тот самый подъем. Если по нему подняться. Во. Здесь мы, если не ошибаюсь, можем спуститься вниз. Ой-ой-ой. Не-не-не, спасибо. Так, здесь у нас ничего. А здесь у нас склад. А, откуда я поднялся? Тут у нас затвердевший металл и подзорная труба. Еще один ящичек, еще одна записка. Приятно, спасибо. Праца. Ой-ой! Воу! Ага, я понял, как против них сражаться. Они, когда наезжают, они станятся и получают дворфийские шестерни. Кстати, вот это прям очень вкусно. А вот здесь уголь, это вдвойне вкусно. Мы обязательно прочитаем эти записки, посмотрим, что в них скрыто. Так, мы вернулись на самое начало. Да, значит, нам нужно в центр. Привет. Ах ты, конечно, какашкин. Тихо, 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 молодой, успокойся. А, вот что. Активатор голограммы. Так, я вижу там товарища. Но подожди. Писарский стол. Блин, как бы было вкусно его забрать. Вот это прям все надо забирать отсюда. Так, активатор голограммы. Вопрос, если еще раз стану, он появится? Да. Окей. Сейчас, подожди. Сейчас буду. Сейчас приду. Так, и что же? О, вот это мне надо было. Кстати, смотри, инструмент по уничтожению льдин взрывом. Так, окей, спасибо. Давай еще раз активируем. Вот, привет, инженер. Бип-бип-бип, приветствую. Это записанный голос. Совсем скоро я подключусь к передатчику, а пока позволь объяснить ситуацию. Народ гильдии, коим я перечисляю и себя, хоть и не похож на них, столкнулся с неизученным ранее вирусом из неоргаников. Его стали называть Эльт. Судя по происшедшему,
по-вашему, он с легкостью обволакивает тело зараженного, проникает внутрь и полностью подчиняет себе рассудок существа. Многие, практически все, погибли. Уже в самом конце я понял, что вирус является собой подобие коллективного разума. Только по моим опытам он никак не мог появиться и так быстро развиваться самостоятельно. Больше похоже на создание оружия. Но кто на такое вообще способен? Что и говорить. Сейчас ты находишься в одном из наших поселений и можешь увидеть все воочию. Переключение режима. О, система наконец-то заработала и впустила меня. Стоп, ты реален? Ты правда существуешь, и это не галлюцинация алгоритмов? Кошмар. В таком-то месте, в такое-то время мне нужна секунда на создание. Доброго времени суток, странник. Я инженер. Твой приход означает, что еще не все потеряно и надежда есть. Но пока что, видимо, ты здесь застрял, как и я. Так, может быть, поможем друг другу? А, стоп, помогать мне уже поздно. Как ты вообще сюда попал? Ты не похож ни на Гельда, ни на странников пещер. Ты кто вообще такой? Ладно, давай к делу. Кто мы такие и что произошло с нашим поселением, думаю, ты понял. Смешно, что у нашего городка, как у еще недоразвитого, нет названия. Но жители назывались Треть. Без понятия почему, но единственный выход есть лишь комнаты старейшины. Хоть там и обрушился потолок, на удивление проход на лестницу сохранился. Значит, наша задача добраться до этой лестницы. Ты сейчас находишься в самой дальней части города, добывающем аванпосте, который должен был перестраивать как предложение города. Тебе придется выбраться из него. Пробраться через сеть пещер, дойти до центрального монумента, там уже до выхода рукой подать. Хотя я не уверен, что все пройдет так гладко. Как минимум у нас есть две проблемы. Первое – это зараженные. К сожалению, вирус не просто убивал существ, а превращал их в монстров, чтобы они заражали и уничтожали остальных. Как будто у вируса была цель истребить здесь всю жизнь. Но думаю, ты готов сражаться. По крайней мере, надеюсь. Потому что у тебя нет выбора. Вторая – это ледяные глыбы. По какой-то причине проходы часто стали зарастать льдом. Причем очень прочным льдом. Разламывать обычными кирками его бесполезно, а ломать стенку сбоку опасно, может произойти обрушение. С первой проблемой я могу помочь, только моральной поддержкой, так как в отличие от некоторых, я не осязаем. А вот со второй у меня есть решение. Я разработал инструмент по уничтожению льда взрывом. Над названием я еще подумаю. Один у меня как раз завалялся в сундуке, возьми его для начала. Дальше объясню, как их создавать. Сам инструмент достаточно прост в обращении. Бьешь им по льдине, происходит взрыв, и льда как не было. Насчет безопасности. Первые версии были неудачными, точнее хватило одной неудачной попытки и неожиданного исчезновения моей руки. Но нынешняя версия максимум немного поцарапает. Сейчас большая часть кинетической энергии уходит в лед и корпус механизма, а не в руку. Поэтому это устройство одноразовое. Вроде бы все рассказал. А, точно. У тебя наверняка есть вопросы, как мы тут жили или боролись с вирусом. Хорошо, слушай. Это будет быстро и коротко. Во многое из этого ты не поверишь сразу, но это действительно так. Наш мир нереален. А может и реален, не совсем уверен. Я обнаружил какие-то... Это не важно. Суть в том, что кто-то вмешался в ход истории и полностью повредил мировой механизм. Нас должны были перезапустить, но из-за моего любопытства время как бы остановилось или прервался процесс обнуления. Это сложно объяснить. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пробовал здесь слишком много времени и даже отчаялся. Но ты здесь, а это значит, что еще не все потеряно. Буря вновь начинается? Ладно, пора идти. А, и еще кое-что. Держи. Точнее, возьми передатчик. Он где-то тут лежит. Буду иногда выходить на связь. А то кто помогать тебе будет-то? Теперь время испытать все творения. Попробуй создать своими руками и ПУЛВ. Не переживай, твоя рука не взорвется. Наверное. Инструмент по уничтожению ледяных что-то там, выростов каких-то. Ладно, пошли назад. Нам сейчас нужно взорвать ту самую стену, которая стояла у нас там, которая нам преграждала путь. И надеюсь, что сейчас у нас это получится. Вроде бы нам сюда, после этого туда и после этого сюда. Угу. Ладно, давай. Беги! Так, и что? Говорили, что 6 секунд есть на побег, но пока ничего не происходит. Может, мне его активировать надо? Да, мне его активировать надо было. Воу! Полетели смотреть, что у нас здесь. Скорее всего, здесь нас встретит... Да, чумная крыса.
Привет. Вот от тебя, пожалуй, я избавлюсь. И, кстати, вот эта штука очень хорошая. Вот за нее большое тебе спасибо. Так, у нас там дальше вход в пещеры, а здесь у нас есть праса. Ладно, пошли сюда. Что у нас есть здесь? Пригнись. Мне это не нравится. Рельса. Пригнись. Пригнулся. И что? Вроде бы пока ничего. Бля, главное без скримеров, пожалуйста. Ладно, пока нормально. Ага, здесь я никак не смогу пройти, да? Или... Ладно, не смогу. Но это на то и был расчет. О, попраться, здорово. Тихо, давай, умирай. Ай, молодец. Пошли наверх. Ить. Здесь должен быть проход, если не ошибаюсь. Да, вот он. И он у нас спускает в... Ой-ой-ой-ой-ой. Но, слава богу, то, что с ними разобраться очень легко. Я этому очень благодарен на самом деле. Так, здесь какие-то новые товарищи появились. Вернее, товарищ? Или это товарищи? Не, это товарищ. Он бьет, кстати, довольно больно. Так, у тебя дальняя атака присутствует, наверное, да, какая-то? Нет? Ты просто дропаешь дwarfийские шестерни? Ладно, спасибо. Так, пошли тогда дальше. Вроде бы я здесь лута никакого не наблюдаю, значит можно выдвигаться вперед. У нас есть развилка налево. Ну, давайте пока вперед сам идти не будем, пойдем пока по развилочкам. А, вот отсюда как раз я и пришел. Вернее, должен был сюда пройти. Понял. Тогда пошли вперед. Здравствуйте, что вы мне расскажете? Эх, не смог, ладно. Ого, а у этого товарища урона прям было достаточно, я тебе так скажу. Зато с них опыта падает достаточно, мне это нравится, спасибо. Опа. Оп. Так, там я вижу еще раз Лесгуля, или как он там, я забыл, как он называется. А здесь есть немножечко дропа. Вот, дwarfийские шестерни. Записка еще одна, магические, кстати, еще эссенции дались. Прошлые грифы. Так, вот здесь будет чувствовать тяжело. Здесь я на всякий случай даже возьму золотое яблоко. Пока зачарованное брать не буду. А вот обычное золотое я бы, пожалуй, взял. И здесь, кстати, присутствует стена. Оп. Спасибо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас стена, ледяное заграждение. Но у меня инструмента нету, к сожалению. И как мне, по-вашему, двигаться? И спустя небольшое количество времени я снова с вами. Смотри, мне же инженер в самом начале говорил то, что мне нужно сначала найти его. Вот, я здесь где-то нашел. Вот, смотри. Для начала я тебе одну штучку дам, вот, потому что завалялась в сундуке. Дальше объясню, как их создавать. Дальше он, правда, не рассказал, как его создавать, но я нашел крафт, делается он в целом довольно просто, все ресурсы здесь были, и поехали. Убегаем! Ой-ой-ой, движение какое-то страшное происходит. Бом! Погнали. Смотреть, что у нас тут. Сундучок, острота, невесомость и еще одна запись. Оу. Плотный туман. Здрасте, приехали. Здравствуйте. Так, впереди у меня, если не ошибаюсь, да, впереди босс. Слева у нас городишко. Поэтому пойдем пока направо. Там, где у нас меньше всего, самая маленькая комнатка. Здесь, кстати, крыска бегает. Привет. Оп. Она, кстати, даже с биркой была. Интересно. Так, здесь еще одно ледяное заграждение. Сейчас. Я бегу. Ой, тихо, опасно. Так. О, отлично. Давай смотреть, что у нас тут. Здрасте. Так, динамит возьму, потому что у меня уже закончился. Ой, вкусняшка. Еще одна записка, кстати. Тут, если не ошибаюсь... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут я, если не ошибаюсь, должен быть робомеха. Воу-воу-воу, товарищи! Поспокойнее, ребятки. Гля, какая структура. Буровая установка. И она выглядит, конечно, красиво. Еще одна записка, кстати. Приятно, спасибо. Так, и тут у нас кремниевое долото, кремниевое долото, кремниевое долото. Кожи куча. Ой-ой-ой, вот это прям сейчас, ой, как вкусно насыпало. Вот за вот это. И наконец мы смогли извлечь из бедрока чистейший эмбер. Дальше только интересней. Надо научить тебя его преобразовывать в энергию, затем ее транспортировать и использовать.
Думаю, ты заметил, что у тебя есть архивы. Можешь поискать в них информацию. В цифровой жизни нашлось у меня время систематизировать знания. Так, вроде все. Больше ничего я здесь такого не нашел. Можно возвращаться наверх и идти в город. В центральную его часть. Самую интересную. Вон в ту часть, да? Да. Полетели туда. Там сейчас у нас будет очень много чего. Там я вижу уже працу, вижу смотрящий, вижу оружейное. Зато здесь опять ледяная глыба. Я уже бегу на... Надо взрывать! Оп! Вот так бы сразу. Тихо, 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 молодой. Так, мы были вот здесь. Вот лекарь. Здесь, скорее всего, будут все... О. Хай, дурак! Хей! Так, всего лишь работа 100 раз подряд. Спасибо! Спасибо! И что у нас тут? У нас тут уже прям большая какая-то конура. Но зато есть еще... Вот. Ой, тихо. Да я же не думал, что ты прям тут появишься, дурка. Не переживай, все нормально. Еще одна записка. Так, еще раз 104.2. Так, я ее тогда буду оставлять, потому что она у меня уже есть. Тут что? Вот тут прям вкусно. Вот тут прям смачно, вот тут прям вкусно. Еще одна 109.2. У меня она есть. Подожди, они, кстати, возможно... Да, они стакаются, видишь? Так, что у нас дальше здесь? Здесь у нас дальше проход, кнопка. Странно, ничего не делает, ну ладно. Так, у нас тут праца был. Причем 2. Тихо, товарищи, давайте без всяких... Давайте без шуму всякого. Здрасте. Что расскажете, что подскажете? Далее нам наверх. Да, кнопочка. Ничего не делает. Ну и ладно. Что у нас здесь? Ой, как вкусненько. Индикатор Эмбера. Прекрасно. Ой, хорошо как. Можно идти в самую главную часть. А, подожди, я еще в город не вышел. Я вот сюда еще не вышел. Тут... я оттуда пришел. Подожди, я точно помню то, что здесь был выход на улицу. Вот он. Ремонт, понял. Вот, смотри. Давайте крысбургер скушаем как раз. Ой, как он хорошо дал. Здорово. Вот здесь прям очень много может быть вкусноты и годноты. Вот здесь желательно все абсолютно посмотреть. Так, праца, привет. Так, у нас здесь что есть? Деревянные бочечки и какой-то интересный загон. Привет. Еще одна записка. Соты. И еще одна записка. Бета-продуктивность. А вот это, видимо, я нашел то, что мне надо. Вот это прям я пришел по адресу. Что же, пора идти в самую главную комнату. Вот такая красота. Я думаю, то, что сейчас возьму сразу же зачарованное яблоко плюс золотое. Хрен его знает, что меня сейчас там будет ждать. Поэтому лучше подготовиться. Но как подготовиться? У меня 7 всего лишь брицелей, золотое яблоко и зачарованное яблоко. Но ничего, думаю, справимся. Вот он, самое главное место. Что же, пора посмотреть, что нас ждет за этим блоком плотного тумана. Здесь у нас подозрительный замерший блок. При его поломке у нас... Вы чувствуете дрожь под ногами. Почему? Воу! Герант, облеченный синим. Ага, тихо, подожди, он сейчас крутится. Во! Тихо, золотое яблоко хавать. Давай. И во! Хотя они перестали мучиться, я могу помочь тебе вернуть мир. Не все потеряно. Здрасте. Холод печали, который нам понадобится в будущем. Щит дворфов. Это, кстати, можно его прокачивать. Очень хороший. Алмазный блок далее. И что еще далее? Вроде больше ничего, да? Все? Да. Можно возвращаться домой. Мы все сделали. Потратили всего лишь одно золотое яблоко. И под вот такой вот красивый кадр мы возвращаемся домой. Я дома. Наш житель до сих пор строит башню чародея. Но мы вернулись с просто, я не знаю, каким неимоверным изобилием ресурсов. Камень, который раньше считали пиком развития.
Не то чтобы сейчас он потерял ценность, но эмоции уже другие. Что же, мы вернулись домой, наконец-то. И смотри, у нас полностью чистые 2 рюкзачка. Один я верну, а один из них сейчас у нас в записях. Сейчас нам нужно полностью сложить все записи, которые у нас идут последовательно. У нас сначала идет 103.7, дальше 104.1, 102, 104, 103 нету, 105, 100... А, хотя они здесь последовательно идут все, подожди. Да, они здесь, скорее всего, да, они здесь все последовательно идут. Поэтому давай читать. 103.7. Начало нового дневника. Продолжая работу над улучшением котельной. Под землей нашли залежи, скорее всего, тут будет выстроен город. Уже началась стройка центра. Некоторые трубы могут разорваться, давление перекрыто, но мне все еще не до конца понятно первопричина проблемы. По округе ходит какая-то зараза, скорее всего, занесли что-то из города. 104.1. День какой-то странный. Старейшины поселения пришли новости с центра. В депо относят различные доски и подозрительные строительные материалы. Мы готовимся к чему-то? Надо бы узнать. 104.2. Поганые крысы. Какой-то запустил домашних крыс в шестеренки здания. И эти чертовки очень быстро расплодились. На входах разместили баррикады, но дорога в центр все еще общедоступна. Это из-за крыс? 104.4. Первая жертва. Медики нашли в нем синие кристаллы? Тело сожгли. Крысы поисчезали. Неужто поумирали? Мне поручили отрегулировать давление в трубах. Внутри они от чего-то синие. Та самая инфекция? В районах организовали перемещение строго по спискам. Вводят отчетность. Коллеги не поднимают тему заразы в разговорах, но по глазам видно, что народ обеспокоен. 104.5. Сравнивают синевые кристаллы существ. Они похожи, но энергия от них на выходе разная. По структуре они также отличаются. На всякий случай перестану пользоваться всей синевой, однако большинству сотрудников отдела будет трудно пересилить себя и вернуться к использованию Эмбера. 104.7. Многие, кто умирает, они превращаются в монстров, трупы сжигают в Эмбере, механизмы отказывают в работе, теплицы сгорают, отовсюду лезут зараженные чумой крысы. 105.2. Центр. Оттуда толпами идут павшие собратья, вобравшие в себя синеву. Мы были вынуждены взорвать дорогу, чтобы преградить им путь. 106.1. Город пал. Все. Многие перевоплотились, это произошло чересчур быстро. Мы кое-как сумели частично подготовиться и спрятались втроем в мастерской. 106.4. Все затихло. Скорее всего, мы последние выжившие, а может и нет. Так или иначе, скоро нам придется отправляться на вылазку, чтобы раздобыть хотя бы толику еды. 106.7. Обрушилась часть рельс. Приходится аккуратно спускаться и идти по старому пути. 109.2. Обдумываем возможность перейти в другой город. По земле, оттуда, как показывают датчики, еще поступает энергия Эмбера. Возможно, так мы найдем и других выживших. 110.3. Начали сборку мехи. Собираем ее вблизи выхода с обнаруженной тут инженерной командой, но аура в округе не дает нам покоя. 110.6. Синева добралась и до нас. Уносим все запчасти обратно в мастерскую. Вынуждены оставить товарищей и наработки здесь. Выживает сильнейший, да? 111.2. Мне, конечно, противна концепция перерождения и вечной жизни души, но в такие мгновения хочется верить в нечто чудотворное. Ужасно хочется повеселиться напоследок, задать жару, так сказать. Все. Больше ничего не известно. Скорее всего, эта история на этом и закончится на данный момент. Так, Кошкин, давай сюда иди. Скорее всего, да. Но что ж тут сказать? Бывает всякое, да. Тогда что? Смотри, у нас сейчас гипер много квестов выполнилось. И у нас открылась вкладка «Инженерия и авантюра». Самое интересное. Давай посмотрим насчет авантюры. Ой, смотри. С чего здесь вообще надо начать? Так, мне кажется, или пока что рано мне сюда идти. А, вот, приключение за поворотом. Скрижаль качающегося клена. Далее у нас открылась вкладка «Инженерия». Во. Ой-ой-ой. Кодекс инженера. Давай мы его сразу взяем, только перед этим... ну можем спать лечь, чё мы не можем? О, 70-й день. Давай сейчас мы сделаем кодекс инженера. Спасибо. Мы получаем квестик, получаем там какую-то штучку зелья огнестойкости. Смотри, каменитовая смесь. Она у меня даже вроде бы должна быть. Вот, есть. Вот, кстати, вот такой интересный у него интерфейс. Но пока еще рановато нам к нему. Пока по квестам пройдемся. Инженерный молот. Делается относительно легко. И бум. Инженерный молот. Квест завершен. Далее инженерный окуляр. Вот это нам бы желательно сделать. Это
очень полезная штука. А я бы даже сказал, у нас все есть, поэтому мы его делаем и получаем за него тоже квест. Далее у нас идет вот механическое ядро. Самое интересное начинается. Кстати, тут еще трубы идут. Далее у нас идет заводной антинтуатор. Аттенюатор. Индикаторы. Индикаторы у меня даже вроде бы я насобирал. Я думаю, сразу же надо отсюда все поперекладывать, что связано с Эмбером. Пока что нам надо будет... Ну, как пока что? Нам надо будет сейчас спускаться в самые недра земли и начинать реализовывать все, что связано с Эмбером. Вот абсолютно все. Но перед этим я хотел бы глянуть, что нам надо для этой скрижали. И подлететь к нашей деревеньке, чтобы у нас достроилась наконец-то башня чародея. Потому что уже давным-давно пора, чтобы у нас новые жители спавнились. Давай смотреть. Скрижаль качающегося клена. Приручить крысу. Кстати, это хорошо, мы сможем продолжить и начать крысоводство. Зачаровать любой предмет. Получить урон от рыхлого снега. Ладно, и выпить любое пиво. Ты серьезно? Открывается контент из Dungeon No Loading. Разблокируется использование обелиском. Кстати, тоже интересно. Откроется для прохождения структуры из Эмберса. И также существа из Эмберса начнут спавниться. Вот так вот, значит. Выпить любое пиво. Блин, а может я его как-то могу купить? О, кстати, смотри, разломы появились. То, что надо. Его, кстати, инженерия открылась. Смотри. Красота. Смотри, также, кстати, у нас в мистицизме, я так предполагаю... Я нашел. Нам надо сделать лабораторию алхимика. Для того, чтобы открылась вкладка с Iron and Spells Books. И смотри, мы сейчас заходим в мистицизм, и вот, открывается Iron and Spells Books. Что мы видим? Магия на быту и... Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, то, что я могу... Смотри, что сделать. Мне придется сундучок, скорее всего, делать и для Iron and Spells Books, потому что там очень много предметов будет. И мы можем отправиться сейчас к пироманту, для того, чтобы получить прям до хрена всего. Поэтому давай мы отправимся к пироманту. И сейчас мы заглянем к нему в гости. Так, давай сразу наверх сначала поднимемся. Потому что наверху у нас самое главное. Ну, окей, одно из самых главных. Вот, мы получаем слезу, стена огня и реликвия. И груда доспехов, которую, если сломать, мы можем умереть. Вот так вот. Но если мы его убьем, мы получаем, во-первых, ветки. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. О-о-о. Чинится, кстати, незеритовым ломом. 11 урона плюс 5 брони дает чисто потому что. И 5 брони, и еще и скорость атаки у него просто прекрасно. Потому что у моего меча... Ну окей, тут 1.8, а здесь 1.3. Не сильно, но зато дальность атаки здесь больше. Ладно, пошли к пироманту. Быстренько заглянем. Я уже знаю, что там надо делать. Погнали. Где мой фонарик? Пошли. Приветствую вас. Привет, пиромант. Ты у нас торгаш местный, у которого я могу поторговаться. Но не надо мне это. Я хочу тебя убить. Вот так бы и сразу. Получаем легендарные чернила, тепловой всплеск, также руну огня. Теперь включаем 3 на 3 добычу и начинаем здесь все разламывать. Абсолютно все. Потому что, во, смотри. Во. Хе-хе-хе. Да, здесь очень много всяких пасхалочных мест, поэтому О, спасибо за миллиарды квестов. Здесь прям очень много всего. Слот, кстати, смотри, сокращение времени использования заклинаний. Вот это я возьму. Ой-ой-ой, пошла жара. Кстати, начертательный стол тот самый, который я могу не делать. Ну, ладно, разворошили, разнесли, можно и домой, как говорится. Хе-хе-хе. Все, можно абсолютно все повыкладывать. Здесь у нас чернила, поэтому сюда мы выкладываем все, что связано с данным модом. За то, что самое интересное, мне выдали начертательный стол, который, давайте я поставлю куда-то сюда.
Так, что у нас по результату? У меня нету еды. Можно кусочки тортика брать, кушать. Который, кстати, скорость дают, ничего себе. Куча дубовых книжек. Вот это за это спасибо большое. И смотри, нам хлипкий журнал пригодится. Кстати, мы его можем даже сейчас сделать. И сейчас тем более чародейка появится. Эй, привет! И снова здравствуй, Фирлеер. Ну и как тебе? Уже чувствуешь единство с потоком вселенской энергии? И только попробуй сказать, что нет. Все в нашем мире пронизано невидимыми магическими частицами. Предметы, камни, сама плоть живых. Да, и ты тоже. Впрочем, у тебя довольно странная аура. Она сильно отличается от знакомых мне чародеев. И все же, что-то общее между нами все же имеется. Я нахожу это довольно поэтичным. Иногда думаю, а не написать ли книгу о самых чудовковых созданиях, что мне встречались? Назвала бы ее... ну, например, «Кучка идиотов и один чародей». Авторский опыт. Догадывайся, кто чародей? Что? Не смотри на меня так. Даже я могу позволить себе немного литературной ерунды, не находишь? Давай, иди отсюда, самовлюбленная женщина. У нас теперь есть хлипкий журнал, который вмещает до 5 заклинаний. Значит, давай мы возьмем то, что мы хотим использовать. Например, эпические заклинания. Самое главное, то, что есть теперь у нас Эндер. И пока что мы его одеть не можем, потому что у нас, к сожалению, нету доступа. Но нам самое главное это реализовать посох старца, который, кстати, мы можем реализовать. Вуаля! Задание выполнено. Я его вроде бы даже могу прокачать, если не ошибаюсь, да? Кстати, я могу создать даже его лучшую версию, потому что здесь у нас меньше перезарядка, меньше времени чтения и плюс 10% в силе. Тут у нас просто мана, 25% восстановления, окей, и 10 силе. В целом нормально, но пока что нету смысла от всего этого, так как у меня не открыты реликвии, поэтому пока откладываем на дальний ящик. Ну и что же, приступим к самому интересному. Следующие кадры я записал без микрофона, поэтому я сейчас вам расскажу вкратце, что я сделал за 1,5 часа. Первое, приручил свою первую крыску, тем самым открыл путь в изучение крысоводства. Также начал изучать Эмбер, сделав очень много всяких интересных механизмов. Вот он, простейший механизм механики, с помощью которого можно перевернуть землю, если найти мощную точку опоры. И наступила зима уже, кстати, к этому времени. Также выполнил скрижаль. А также столкнулся с главной проблемой, а именно недостаток каменитовой смеси для продолжения изучения Эмбера, а для нее нужна огромная цепочка крафтов. Ну и на этом я пока кончил. Смотрим дальше. Я отнес, я принес. И что же, я надеюсь, мой чумной доктор не исчез. Ну, не должен, да, не должен, отлично. Блин, задолбался каждый раз ломать свой дом для того, чтобы подняться к этому падле. Вот это как раз причина, по которой я его сейчас немножечко отлупашу. А ну иди сюда, товарищ. Иди сюда. Сейчас мы с тобой как разберемся. Кстати, а может его запихнуть вон туда? А реально. Я сейчас просто смотри, что сделаю. Я сейчас возьму, реализую полублоки для того, чтобы никакие крысы не могли сбежать. И попробуем там и убить. Потому что он же сбежать никак не сможет. И взорвать ничего не сможет. Поэтому я думаю, да. Попробуем. А ну, раз, два. И погнали. Эй! Так, но бить я его, кстати, не могу, к сожалению. Так, план номер 2. Люки делать. Только главное, чтобы она меня не замечала. Во. Отлично. Да, все работает, как я и говорил. Не уходи тихо в ночь. Получаем достижение и вот. Сказал бы я, но, увы, данная коса сейчас максимальное говно. Потому что она сейчас не наносит урона почти вообще никакого. Увы. Что же, мы убили нашего товарища. У нас немножко, кстати, даже каменных кирпичей пополнилось. Смотри. Ну я говорил то, что мне надо 20. Это во всяком случае нам не хватит. Это всего лишь 12 будет. Во всяком случае, смотри, нам сейчас нужно будет лишь ждать, пока наши колонисты достроят буквально все. Ведь, нам по сути надо ждать, пока наш университет выучит дробильщика. Там во всяком случае будет исследование, да, то есть он сейчас только начинает разравнивать для всего территорию. Но окей, я ему могу в этом немножко помочь.
То есть он сейчас... А, здесь дерево вот это сраное. А ну я его добуду сейчас. Давай посмотрим, как это здание вообще должно будет выглядеть. Вот, смотри, у нас здесь есть такие вот какие-то выступы. Правда, вопрос, они уходят вниз? То есть тебе ни хрена себе как много копать надо будет? Реально? То есть сейчас у нас, ну, по сути своей никаких таковых планов нету. Потому что нам сейчас нужно ждать, пока у нас построится университет. После этого с какой-то там 100-й попытки мы... Спокойно, я все сказал правильно. Потом после этого с какой-то 100-й попытки мы получим улучшение дробильни. После этого нам еще ее построить надо. И уже после этого нам можно будет реализовать каменитовую смесь. И то, кстати, не факт, потому что нам для ее реализации нужна крыса-шеф, которая делается с помощью данного улучшения. А это улучшение делается ядрить как тяжело. Кувшиница, так называемая. Да это придется нюхача вызывать. 2 торта, золотое яблоко, это ладно. Здесь в целом... Не, ну окей, не настолько все уж страшно, насколько я хотел и насколько я думал. Но такое себе. Можно ресурсы пока просто подготовить, пока то же самое строительство, кстати, будет. Тем более, учитываем тот факт, что вот у нас есть нюхач в животине. Вот, как ты можешь заметить, мы его можем купить за 3 эссенции природы. Мы можем максимум 4 штуки взять. О, ну конечно, да. Как же хорошо, что есть сила монтажа, и вам не придется смотреть за тем, как я страдал в ожиданиях. Повторим процедуру, и не говорите, что я делаю таймскип чисто потому, что ролик длинный, просто там реально не на что смотреть. Как я и сказал ранее, нам нужно дождаться университета, дабы получить исследование о дробильне, чтобы получить декаминтовую смесь, но также ее нужно обработать с помощью крысы с улучшением шефа. Этим я как раз и занялся, пока строится университет. Купив яйца нюхачей, я сделал все остальные ресурсы, тортики, мед и так далее. После этого я принялся за реализацией всех предметов, которые мне нужны для ключа от весеннего подземелья. Руны огня, воды, неназначенный ключ, острый листик, посох пепла, ну и после этого я принялся за ожидание строительства университета. Да неужели? Дайте только наушники одеть. Фу, университет построен. Наконец-то. И теперь, если мы зайдем вовнутрь, мы можем здесь немножко побегать, посмотреть, но самое главное находится вот здесь. Наконец-то мы можем исследование провести гражданина. Наконец-то. Для начала нам надо, скорее всего, что? Технологии изучить, да? Вот, хижина дробильщика. Ну, кстати, хижина дробильщика, скорее всего, нам и нужна, да? Предположительно, да, скорее всего, физику дробильщика нам и нужна. Вот, погнали. У нас пошло исследование. Не знаю, насколько оно будет долгим, но надеюсь, что не сильно долгим. Хотя там должно писаться, подожди. Там должно писаться же. 15 минут. Отлично. Должно нам в целом всего хватить. А сейчас тем временем буду строиться дома, и пока оно изучится, скорее всего, ребенок появится, кстати. Погнали домой. Сейчас нам остается лишь только ждать. Оно делается у нас и так автоматически. Нюхачи у нас, кстати, скоро должны созреть. Они не созревали это все время. Смотри, ваши исследователи завершили изучение по дому. И дом, кстати, тоже готов. Ведь у нас он начал строить уже тот дом. Да! Но, правда, о детях пока так ничего и не сказали, кстати, да? Да? Все, мы еще сможем одного жителя получить. Кстати, еще я смотрел, пока втыкал, я понял то, что нужно же наших жителей с таверны же переместить тоже в дома. Об этом тоже забывать не стоит. Любимый город в синем дымке тает. Ребенок появился! Хе-хе-хе! Все, пошел наконец-то прогресс. Наконец-то пошло какое-то продвижение. Мы, кстати, можем наконец-то заказать строительство дробильной. И оп! Вот. И сейчас мы уже можем потихонечку, мы уже можем изучать что-то еще. Вот, например, гражданин. Библиотека открывается, здоровье поселенцев, открывание школы, мистическое место, кладбище, выносливость. Вот больницу, кстати, я изучу, потому что больница нам очень понадобится, когда у нас начнут люди заболевать уже. Это вроде бы еще не скоро должно наступить, желательно к этому подготовиться. И пока у нас такое движение идет, я сейчас хочу еще... Вот, смотри, у нас дробильная должна быть после ресторана, вот. То есть сейчас строится дом, потом ресторан, потом дробильная будет строиться. Потому что ресторан мне очень надо, потому что я не смогу контролировать количество людей, которые здесь.
А вот кормить же их как-то надо будет, поэтому надо будет обязательно смотреть за этим. Также, скорее всего, кстати, наши нюхачи наконец-то выросли, да? Еще нет, но должны уже прям вот скоро вырасти. Вот, минута осталась, слава богу. Что-то нюхает. Что нюхаем? Так, я посмотрел, Вики, он просто должен ходить... О! Не-не-не. Он просто должен ходить, и через некоторое время он такой: о, я нарыл. И будет вынюхивать и доставать что-то из того, что нам надо. То есть, условно, либо факельник, либо кувшиницу. Семена факельника и кувшиница! Он еще, смотри, лег опять. Да, это то, что мне надо? Или это он просто лег? Вот еще один! Наконец-то! Скорее всего, здесь в течение 8 минут. То есть, может раньше, может... Хотя, ну, почему мне только что еще один дали? Ладно, без разницы. Мне самое главное сейчас это наконец-то взять просто до хрена вкусной муки и забить на все хер и сделать себе... Ага. Не, все нормально. Слава Господи. Вот, кувшиница и факельник. Самое главное, что мы наконец-то создаем крысиное улучшение шеф-повар. Наконец-то! И теперь наша крыска становится резко внезапно шеф-повара. Кстати, подожди. Для того, чтобы это было в тему, я еще сделаю колпачок. О, ща, подожди. Может, у меня какое-то улучшение есть, кстати, для крыс? Вряд ли, но ладно. Тут скоро появится шляпка. Все, мы наконец-то это сделали. То есть нам осталось лишь ждать, пока у нас все построится и все выстроится. Фух, достроили. 97-й, мать его, день. Ушло на это все 5 дней, дабы все наконец-то это достроилось. И что, у нас тут пока никакого рабочего нет, но я думаю, то, что я сейчас сюда возьму исследователя, потому что мне не надо сюда сейчас исследователя пихать. И наконец-то мы можем пойти и наконец-то реализовывать грубую каменитовую смесь, для которой нам нужен древний кирпич. У нас, скорее всего, он здесь валяется. Да, нет, архаичный кирпич. То есть мы в теории можем создать 64 делить на 5. Это у нас 12 крафтов, да? 12 крафтов, это нам надо 12 ядер. Сколько у меня ядер присутствует, скажите мне? 10, значит всего лишь 10 получится реализовать. Увы, но ничего страшного, и так сойдет. Далее 50 глины нам нужно. И осталось нам лишь эссенцию плавления. Получается, сколько нам надо для 10 крафтов? 40. И отнесем сейчас нашему дробильщику. Так как у нас сейчас 10 крафтов сделается, это у нас по 8 будет. Это у нас получается выйдет 80 каменитовой смеси. В целом звучит нормально. Я сейчас подкидываю нашему товарищу ресурсы и пишу: каменитовая смесь грубая. 80 штук, запрос. Все, пожалуйста. Рецепт, будьте добры, мне реализовать. Касаемо построек, я даже не увидел, что он сейчас строит. Да, он уже начал жаловаться насчет ресурсов. Давай глянем, что он от меня там хочет. Ну я могу уже здесь, кстати, глянуть. Точно. Он у нас улучшает хижину. Не, давай пока хижину мне не надо улучшать. Кстати, крыска, привет. Уйди отсюда. Нам тогда пока хижину не надо улучшать, пока, будь добр, не стоит. Пока подожди. У нас, кстати, начал работать шахтер, и еще дом начал улучшаться. Вот это очень хорошо. Сейчас я ресурсы принесу. Тут... тут, кстати, много ума не надо. То есть, скорее всего, здесь. И где? Или здесь. Вот, нашел. Да. Сейчас он сюда отдает все. Да, вот, все. Получается, да, 80 штук ровно. Ты мне не груби тут. Дайте дробильщику создать немного грубой каменитовой смеси. Наконец-то телепортируемся домой и отдаем нашей крысе куча каменитовой смеси. Сейчас она начнет это все перерабатывать. Да, это же так работает вроде. Или как это работает? Ну да, все правильно. Тут только надо руки дать, да? Кстати, здесь тоже по 8 штук получается. Это 80 на 8. Это сейчас 10 стаков каменитовой получится. Вот это нифига себе. Давай смотреть, на чем мы остановились. Остановились мы на алхимических пьедесталах. Так как нам нужно их 8 штук, нам надо сделать 16 золототивых пластин. Это, кстати, очень дорогой крафт на самом деле получится. Но, а что здесь делаешь? Также нужно здесь одна. И вот здесь не надо.
И все, у нас слитки закончились. Придется заново делать слитки. Не, ну это не беда. Это мы можем спокойно сделать. Там вроде бы золото иметь надо, если не ошибаюсь, да? Золото сейчас мы... А, здесь уголь закончился. Вот это здравствуйте. Ну вот условно 12 слитков, да? У нас получится 24 слитка. Полетели в Эмбер. А если бы точнее, то самый низ. Так, что у нас здесь? Я уже на самом деле даже все позабывал. Эмбера у нас сколько? 24 тысячи. Так, главное вот здесь не провтыкать. Сейчас мы пока что отключим данный экстрактор жидкости, ведь нам он нужен здесь, с рычагом, соответственно. Оба сейчас выключены, поэтому золото мы можем закидывать и заливать абсолютно с любой стороны, ведь здесь пока ничего нет. То есть можно вот отсюда условно, да, заливать, без разницы с какой стороны. Вот, пожалуйста, расплавленное золото пошло. Этот рычажок мы вырубаем, этот врубаем и закидываем сюда теперь медь. Сейчас у нас пойдет золототит. Правильно я понимаю же, да? Да, все правильно. И у нас теперь получается чуть-чуть вот здесь золототит, вот 180 миллибакетов. Теперь вот отсюда мы давай экстрактор жидкости сейчас отключим, включим вот сюда. Пусть он уже выводит. И вот, как ты можешь заметить, слиточки уже потихонечку полетели. Погнали делать. У нас кирпичи плавятся потихоньку. Тут у нас все делается. Тут у нас медь переплавилась. Значит, закинем давай сюда. Хотя, знаешь, давай, знаешь, как я сейчас сделаю? Я сейчас пойду в Эмбер и закину все эти 30 слитков на плавку. Пусть оно плавится. Через время оно переплавится. Мы запустим сюда. Ну, чтобы, знаешь, на всякое будущее, так скажем, было. О, все, пошли слитки, а мы пока домой. Теперь вспоминаем, сколько нам надо блоков. Здесь 16, 21. 21 блок. Пока выходит 8. А, нам надо еще один, получается, слиточек, точно. Вот. И сколько у меня кристаллов? 1. А надо больше. Давай. Сейчас мы сделаем 8 пьедесталов. И бум! Получаем задание. Наконец-то. У нас остается всего лишь 5 слитков. Смотри, я сразу, наверное, приступлю к ключу, потому что он делается... А, ну бляха, здесь нужны взводимые шестерни, фокусирующая линза. А здесь... Ой-ой, как опасно будет. Просто здесь шанс очень низкий на то, что получится реализовать. Вот, смотри, сколько здесь вариантов, да, сколько здесь вероятностей. То есть, ну, шанс... 33% то, что он успешно... Не, даже 25% то, что он успешно сделается. Смотри, давай мы его сейчас поставим куда-то сюда. Вот, допустим, здесь у нас будет платформа стоять. Ну, а вот здесь у нас пойдут пьедесталы, я так понимаю, да? Вот, пожалуйста. Ну, конечно, выглядит не очень привлекательно, потому что здесь один блок лишний. Ну, ладно. И сверху лучезарную пушку. Также сейчас, кстати, нужно будет домой телепортироваться, взять один излучатель и один приемник и 2 рычажка. Погнали попробуем сделать взводимые шестерни. Смотри, здесь нам можно использовать 3 медных аспекта и 1 золототивый. Попробовать, по крайней мере, можно это сделать. Нам для... Вот, нам надо осколки взять. Желательно, конечно, побольше. Вроде да. Пошли попробуем. Сейчас мы ставим 3 аспекта, допустим, 1, 2, 3 и 1 золототивый сюда. И, соответственно, 4 пластины на самый верх. И по центру мы должны поставить Нет, вот. Золототивый слиток мы должны поставить. Бум. И рычажком. Бум. И не завелась. Почему? А, здесь надо 1 к 1 использовать. Ну, 2, точнее, 2 к 2. То есть нам во всяком случае нужно сейчас осколочек сюда 1 закинуть. Вот, все, пусть делает. И поменять условно вот здесь, во. Нет? А почему? Я же все правильно сделал. Ну, медные аспекты. Может, так сработает? А, во. Только сзади еще вот процесс идет. И я надеюсь, получится. Очень сильно надеюсь. О, получилось! На самом деле, ну, прокнул шанс, получается 25%. Не, ну ладно, нам 50 на 50 прокнул шанс, по сути. Теперь вот эта фокусирующая линза, да? Да. Здесь будет, конечно, все немножко тяжелее, ведь здесь нам нужно использовать 2 золототивых пластины и также серебряные пластины. Давай рискнем. Бум! Пока давай возьмем, пойдем слитки, а то здесь, конечно, да, падение немножко. Так. Давай, кстати, еще глянем, сколько у нас Эмбера. Эмбер, кстати, не сильно много тратится. Правда, почему-то доски не запихиваются внутрь. Вот это меня немножко настораживает. А, во, запихиваются, отлично.
Да, теперь работает, она в любом случае будет пока доски запихивать, а в себе будет хранить, поэтому не страшно. Я ничего не слышу. Что у нас тут? Да ну, получилось. Моя удача сегодня на моей стороне. Все? Да. Все, что нам осталось, это просто сходить за каждым видом листьев Майнселс. Пошли прям сейчас это делать будем. Да. 100-й день. Но мы сейчас потратим свои последние, так скажем, моменты жизни на крафт. Во-первых, то, к чему мы шли это все время. Ну, я не знаю, не то, что долго шли, мы к этому очень долго шли. И, наконец-то, мы это можем сделать. Поэтому идем в Эмбер. Сейчас мы... Нет, возвращаем это назад. Забираем сейчас вот эти и закидываем обратно все серебряные субстраты. И закидываем теперь все предметы, которые нам нужны для создания того самого ключика. Острый листик, свинцовая и бам! Ух, как это шикарно смотрит, как это просто жесть. Ключ от весеннего храма. Торговец. Ты не вовремя, но привет. Надо же, как вы возмужали за время моего отсутствия, мистер. И поселение какое отстроили. Диву дать можно. Сколько же теперь у вас подчинений людей? 10 наберется? Просто потрясающе. С вашим-то умом и навыками такие высоты лишь низины для собственных амбиций. Тут, конечно, работы непочатый край, но когда вас это останавливало, не так? Тяжело, верно, сбежать из одной реальности в другую и начать новую жизнь. Вы не думали о том, что стало с товарищами? Ай, правда, что и думать. Верно, не осталось от них ничего дельного. Не злитесь, что вы. Я ведь снова пришел к вам с благими новостями. И на этот раз у меня есть действительно сильное предложение. Оно вас, зуб даю, заинтересует на раз-два. Так, ладно, где оно? Казино. Вашему вниманию представляю новейшее изобретение подземных обитателей дальних земель. Аппарат по умножению местеческих монет. Щелкните здесь, тут и там пару раз, крутаните и бац, вы теперь сказочно богаты. Урвал его у другого торговца почти за бесценок. Но вам, молодой друг, я смогу поставить этот чудесный механизм по выгодной цене. Всего лишь 6 железных блоков. Поверьте мне, это действительно выгодный бартер. С этим механизмом вы значительно увеличите свое богатство и станете самым влиятельным человеком на континенте. Это предложение озвучено мною только для вас. С этого момента в вашей потусторонней лавке появится новая единица для покупки. Это самое казино. А вы что думали? Мол, все предметы в магазине появляются сами по себе? Ха-ха. Нет, мой милый друг. Я единолично поставлю вам новые товары и услуги, связываясь с потусторонними силами и предлагая им выгодные сделки, за которые рассчитываете вы сами. Ну так что, еще не надумали? Но ничего, я свою часть сделки сделал. Дальше дело за вами. Ты серьезно мне дал казино? Серьезно, он мне дал казино? Он мне реально хочет... Ну, вы хотите, да? Вы хотите, чтобы я сейчас взял, сделал 6 блоков и купил казино? Да? 3 штуки могу взять. Чего оно вообще нужно? Секундочку, изучу схемы. Только не говори, что... Как он мне там станешь максимально богатым, да? Ага, а еще раз. Ага, а еще. О! Удача казино. Выиграл что-то. А ну еще раз. Мне понравилось. А ну подожди. Так, главное вовремя остановиться. Подожди, главное вовремя остановиться. Спасибо за победу, но нас сейчас ждет кое-что более важнее. А именно ключ от весеннего храма. Фу, ну что же, давай поставим его рядышком. Прямо вот здесь. И что же, я думаю, пора в него заглянуть. Итак, я броню не сделал. А нормально, я справлюсь и без брони. Чем? Когда не делали? Так, здесь, скорее всего, тоже есть очень много пасхалок. Это у нас лабиринт. Здорово, жаба-танк. Она у нас просто идет на меня. И вот это... Ваншотает? Ты серьезно меня сейчас ваншотнула? Я удивлен. Так, попытка номер 2. Здрасте. Ни хрена. Тихо, залагала. О, они взрываются.
Да, я помню. Я это помню. Блин, это будет подземелье тяжеловатое даже, я бы так сказал. Так, ну их можно контрить относительно, но очень тяжело. Хотя самая моя важная цель это добраться до... Опа, я там сундучок увидел. Здорово, сюрикен, спасибо. Золототивый топор. И мы пришли, кстати, в свою первую комнатку. Вот это, если не ошибаюсь, мрази. Но они довольно нелегко убиваются. Просто и все. Да, ребятки. Что вы здесь храните, хоть скажите мне, пожалуйста. Вот это вкусно. Вот это еще вкуснее. И все, да? Понял, спасибо. Ой-ой-ой, смотри, какая вкуснятина. Вот это опасно. Тихо, 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 тихо. Смотри, сколько вкуснятины. Вот это прям, я бы сказал, очень хорошо. Я, правда, вообще без понятия, почему оно мне далось, но этому я очень благодарен, потому что куча рун, это прям очень хорошо. Так, и вон еще сундучок, кстати, был, я его пропустил, потому что тут была эта жаба. Что у нас тут? Защита, связь, неупорность. Но самое главное, вот кого я пропустил. Мне еще, что самое интересное, нужно все время пешком сюда доходить. Е-май. А что тут за миллиарды видов оружий? Я научился контрить, кстати, этих жаб-шаманов. Просто во время их атаки нужно делать кувырок легенький такой. Оп, и все, ты будешь жить. О, черепаший панцирь, ничего себе. Мнение присутствует. Так, здорово, товарищ. Трусы сниму, блядь. О, нет! Так, что у нас тут? Ничего. Тарелка. Вот это вкусно, спасибо. Я здесь очень много раз уже поумирал. Ого. Уйди! Я не знаю, я просто нарезку смертей сделаю, наверное, и все. И на этом хватит. Не надо! Тут у нас заклинатель душ? Что ты хочешь, чтобы я сейчас свои ботинки или поножи зачаровал на защиту? У меня здесь вон только неупорность. Есть ли где-то защита? Вот, допустим, прочность, шипы, защита, вот. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Зелье есть, регенерация. Спасибо. Пропустите, дайте дорогу мне молодому. Бляха-муха. Вот это ты, конечно, сейчас по мне стукнул. Ай, я, пожалуй, отбегу в стену, я понял. Убегаем. Так, я на всякий случай сразу же яблоки золотые подготовлю. Они у меня... А где они у меня? Где мои все золотые яблоки? А, вот они. И что же? Наконец-то я сюда пришел. На это ушло очень много времени, но... Здравствуйте. А, я прям так. Ну, давай. Фу, я надеюсь, вы чувствуете, как воздух вокруг холодает. Так, я не знаю, какие у тебя атаки, бро. Я понял, ты умеешь подкидывать. Что еще ты умеешь? У меня же есть, подожди, я же могу... где? Вот, сюрикены. Иди ко мне. Ну, вот так вот крутимся вальсом. Ой, опасно. Тихо. Сюрикенами, конечно, я не сильно попадаю, но неплохо. Так, когда ты на меня будешь лететь? Ага, пускаешь свою мочу. Еще раз. Мне главное область не сильно большую занимать этими фаерболами. У меня еще... А, сюрикены, кстати, подбирать можно. Те, которые я использовал. Иди сюда. Давай, 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 давай. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально, терпимо. Так, еще раз моча. Еще раз моча. Ай. Ай, на мочу не прыгать. Нормально. Броня жива пока. Пока броня жива. И все. Босс повержен. Фу, улетай. Наконец-то. У меня смертей очень много. Это и с учетом того, что я удалял штук 40, наверное. Ну ладно, не 40, конечно. Штук 20 точно я поудалял. Фу. И на улице у нас ночь, да? Можно ложиться спокойно спать, отдыхать наконец-таки. И наступает 101 день. Что же, на этом наше путешествие пока что останавливается.
оказывается, у нас на данный момент выполнилось в авантюре несколько квестов. Мы сможем сразу же получить скрижаль новенькую и вот эту книжечку, которую я сразу же применяю. Вот, открылась наконец-то вот эта вот область, где мы можем использовать аксессуары. Открылась новая скрижалька, несколько новых прикольных всяких разных интересных вещей понадавалось. И что же, новые расы после выполнения скрижали. Ну это я знаю, да. Путь самурая. Но это да, когда мы разблокируем сейчас вот эту скрижаль. И сделаем мы это, скорее всего, на следующем продолжении прохождения. Вот, я думаю то, что здесь я сделал все, что смог. Я открыл целых 2 подземелья, зимнее и весеннее. Также разобрал колонию. Ну как разобрал, не разобрал, а развил колонию. И в целом довольно много у меня чего получилось реализовать здесь. Много чего, конечно, я не успел, но то, что я планировал, я сделал. Я посетил 2 подземелья, сразился с 2 боссами. Я бы еще, конечно, хотел с Майнселса пройти босса, но я уже не успел бы никак, к сожалению. Уперлось все в ожидание строительства колонии, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Сборка обновилась очень сильно, мне она очень понравилась. Почувствовал свежий глоток воздуха после прошлой версии. Здесь крафты очень сильно поменялись, я заметил, то, что начали интегрироваться другие моды абсолютно, которые раньше даже не думались. Да, условно, чай для рун сезонов, условно, или даже для остальных рун. Это нововведение, которое меня очень сильно удивило. И на самом деле оно, прикольное, да. Сборка как составляющая, да, из себя на данный момент, то, что она себя представляет, много где чего изменилось. Огромное внимание лишь только квестам. Выглядят они просто прекрасно. То есть, прям, я не знаю, я отдельное похлопывание, отдельное внимание заостряю на то, как реализованы квесты. Да и остальные тоже факторы данной сборки очень сильно меня удивляют. В особенности оптимизация здесь прям на ура выполнена. Новые кастомные боссы, кастомные мобы, анимации, сюжет, который мы можем вот здесь наблюдать. И голосовой помощник, который все время с нами. Давайте так, если под этим видео как-то наберется 400 лайков, я не поскуплюсь и выпущу 200 дней. Либо же продолжим выпускать продолжение данной сборки в виде летсплеев. Но скорее всего я выпущу 200 дней и после этого продолжу делать летсплеи, ведь мне нужно надогнать свой прошлый опыт с прохождения, где я добился до механизмов, а для того, чтобы мне это сделать, мне нужно открыть ключ от летних угодий. Там еще много чего открывается, поэтому скорее всего следующее будет 200 дней. Либо же вы можете написать в комментариях, что вам будет удобнее, либо летсплей, либо 200 дней. Поэтому я надеюсь, что вам очень понравилась данная приключенница. Надеюсь, вам, как и мне, интересно было наблюдать, да, огромная работа проделана была над этой сборкой, и да, на этой сборке вы можете поиграть прямо сейчас. Вы можете перейти в мой телеграм-канал, где я разыгрываю 10 ключей к сборке Vortex совершенно бесплатно. Все, что тебе нужно сделать, это быть подписанным на мой телеграм-канал. Итоги результата будут опубликованы 1 июля. Будем ждать каких-то нововведений. Планируется уже версия 1.2. Понятное дело, то, что скорее всего будут всякие фиксы, не фиксы. Но именно благодаря вам, именно благодаря людям, которые играют на данной сборке, люди, которые делают эту сборку, могут видеть ваш фидбэк. И благодаря этому фиксить что-то, добавлять что-то, убирать что-то, изменять что-то, оформлять что-то или что-то в этом духе. Поэтому обязательно пишите комментарии под данным видео, как вам, что вам понравилось, что вам не понравилось. И обязательно посмотрим, достучимся ли мы до разработчиков или нет. Ну а на этом я буду постепенно прощаться. Огромнейшее спасибо команде Saudade Studio за то, что предоставила ранний доступ до данной сборки для того, чтобы показать, ознаменовать релиз новой версии сборки. Мне было очень приятно, огромная благодарность за это им. Обязательно напишите комментарий. Спасибо Saudade Studio за такую сборку и за такую возможность. Обязательно продолжим, но и от вас зависит тоже продолжение. Поэтому будем ждать и глядеть. Поэтому да,
Спасибо всем огромнейшее за просмотр данного длинного, данного интересного, информативного прохождения сборочки Vortex 1.1, а вернее 100 дней на данной сборочке. Обязательно подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Там выходит очень много всяких различных новостей, анонсов и прочее. И обязательно подписывайтесь в телеграм-канал сборки Vortex, а также команды Saudade Studio. Ведь не только Vortex является компанией Saudade Studio, а обязательно посмотрите и другие сборки, которые есть у них. Поэтому да. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока!